Хоба. Или не хоба. Сейчас тут проверим, какая хоба будет. Вроде что-то происходит. Что-то происходит. Здорово, Чейн. Привет, Гапактус. Гапактус, ты прошел групповой этап? Здорово, Глеб. Здравствуйте, Шико. Undivided. Владыка. Люциус Башер. Макс Поулер. Мотя. Здрасте. Павел как Павел. Здравствуйте. Гапактус, говорит, прошел жестко. Бубан пришел. Бубандыга пришел. Но никто пока не поймет, почему Бубандыга злой. Это надо его группу достримить. Только тогда станет понятно, почему Бубандыга злой. И вчера, и позавчера пышил ненавистью. Не, там история смешная. Не буду вам говорить, прошел или не прошел Бубандыга. Скажу, что история смешная. Жалко, в реал-тайме это нельзя было все показывать. Вернер пришел. Вернер, как ты без интернета? Тем более ты сейчас на платной настолке пришел. Не опаздывай больше. А я время не назначал. Ты опоздал. Ты на первую хобу даже ответить не успел. И рассказываешь мне, что я опоздал. Мы вообще на каком реплее закончили в прошлый раз? Ксартес Сипа. Ага. Не, ну я предлагаю замочить сегодня 6-ю группу полностью. Вот. Чтобы я смог ее показать и рассказать как раз суть всей движухи на примере 6-й группы. Потому что там интересные нюансы. Заказ от мистера Мирового. Еще посмотрим. Мистер Мировой пусть прошлый стрим смотрит. Там то, что он хотел, показывали. Итак, 6-я группа у нас. Это группа, в которой Окейн, Булдыга, Секси Бой, Мировой, Царикс, Навигатор, а так Speed Enjoyer и прочее. Мы с вами смотрели в 5-м раунде игру Рафлана и Лохи. Вот. Мы, по-моему, не смотрели Мировой Царикс. Да. С вами. Мы не смотрели Спид Джойера и Пегаса. Мы не смотрели Окейна, Айнариона. Сейчас. Навигатор Карк. Это 5-й раунд. Вот, нам надо ознакомиться с ним, с результатами. Когда будешь жить по принципам Рудкура и делать то, что не нравится. Так я уже, я стримлю, Булдыга. Стримлю Ваху. Ну, поехали. Для разгончика сегодня смотрим лучшую, мою любимую группу. Подготовил ведро, да. Короче, это уже мемы из... Не просто из Дискорда, а из одного внутренних разделов Дискорда для психов, которые читают 8 человек. Вот мемы уже оттуда пошли. Абсолютно сумасшедшие. Внутряковские ребята. Да, где рекомендуют делать только то, что не нравится. Обливать себя утром неприятным ведром каким-то и прочими советами. Учат Булдыгу жить, короче.
Самые активные, да. Короче, жить в страданиях рекомендуют. Оранжевая ветка реально вне закона. Так. Итак, у нас РТК-навигатор против Карка. Из клана, я не помню, кто он, Кюсей. Короче, Карка вы могли видеть в одном касте у меня где-то. Я не помню, где он там был, но это такой плюс-минус олд, который не был во второй вахе в топе, но он был среди игроков, которые умеют играть. Вот так. Скажем, разбираются, активно играет, там в ладере, в туриках участвует. В общем, умеет. Ну, РТК Нави вы сами видели, один из претендентов на выход из группы. Он проиграл Attack Speed Enjoyer своему соклану. Поехали смотреть, это 5-й раунд. Карта земли турнира Ака, земли Турина. Земля границы квантовой хаты, квантовой хаты, таверны, прошу прощения, нигде не заканчиваются. Привет, что думаешь о моде Guns of Empire? Мне очень понравилось в сингле и им бить. Я не знаю, что такое Guns of Empire. Это мод, который добавляет миллиард танков за империю. Хз, не слышал, не видел. Я отвалился от компании, ребята, извините, пожалуйста. Отвалился. Я даже не знаю, что там у Венриса-то. В СФОшке. 3 Фемира. Антипех Фемиры, антипех Фемиры и антипех Фемиры у нас. Против вампиратов. Ну, в целом, наверное, нормально. Фронтлайн. То есть здесь ставка на пробитие фронтлайна. Забавно, что у вампиратов обычно же самые сильные юниты это не пехота. Но здесь воины Фемиров именно антипех. В первую очередь. Может быть, он ожидал стражу глубин? Может быть. Против крупника здесь грабители-охотники. Здесь Вульфрик на коне. В демократичном затаре. Фемирчики даже один отряд отошел подальше, потому что по нему стреляли пушки. Он сразу попытался отойти за рейндж, а другие отряды повел через лес. Да, всем привет, ребят. Вульфрик. Он нет, он меч Вульфрик редко берет, потому что тут нужно комбинить его меч с раздеванием, например. Кстати говоря, здесь гибельный демон огня. Ну ладно, это же у нас все-таки нежить. Логично. Да, для пушек плохая карта. Не факт, что коронады здесь вообще что-то могут сделать. Очень хорошо прикрыта позиция наступающего. Так еще и Нави сдвинулся немного влево, как вы видите. Здорово всем, ребята, кто подошел. Здравствуйте, здравствуйте. Как раз вы успели на начало. На точке схватились зомби-пираты и грабители, но здесь, как видите, вес... нет, им исправили вес уже давно. Я уже отстал от жизни. Нормальный вес у зомби-пиратов. По-моему, раньше там на релизе третьей части у них дерьмовый был вес по захвату точек. Нормально. Пробил дробовики. Пока что все еще ждут воины Фемиров. Не собирается наступать на Арскиец, потому что он контролирует точку и в целом уверен в своем захвате точки, что самое интересное. Фемиры стоят в лесу, они получают штраф к атаке, штраф к броне. Нет, подожди, это расколот, они не получают штраф к броне. Прошу прощения. Скорости к атаке. Но зато закрыты от выстрелов. И это для них нормально. Их задача здесь просто танчить. По колдуну тоже кое-как. Вообще очень слабое заклинание пробивает. Позиционочка у нас интересная. Очень больно мрачным призраком. Как будто им Friendly Fire накидают. А, нет, вру. Это тут невидимые копья летят. Это не Friendly Fire. Ну, грабители с дротиками не прощают. Еще одна неплохая голова. Дробовики прям вообще жестко грустят. Прям очень жестко грустят. Дробовичниковые у нас.
А если бы башка еще немножечко свернула... Но много очень карт здесь теряет. Просто в обычной позиционке он уже теряет. Теряет полимеры. Через кучу деревьев стреляют коронады. Им еще вот эти деревья на самом деле как будто бы мешают. Хотя, по идее, там мне первое время... Смотрим пока на ХП. Да, смотрите. Дерево все-таки мешает. То есть сама позиция даже коронад здесь неудачная. Приходится через 2 препятствия пробиваться. Довольно спокойно играет Нави. Прям спокойненько, спокойненько, как будто без резких движений. Удалил Морнгулей. Всем остальным грустно. Просто собирается перестоять. Неплохой вызов. Пиратик. Это оба иностранных игрока. Оба игрока иностранные. Наши игроки, подавляющее большинство, это клан ВМ, клан СБ. Плюс есть различного рода новички, которые без кланов. И есть там пара игроков в западных кланах. Из тех, которые здесь участвуют. Да, это Flower, Sexy Boy, вот ОДМ. Возможно, кто-то еще есть, кого я не знаю. Репки Берса. Все репки Берса, которые были, я показал. Это буквально, по-моему, один пак реплеев в каком-то там раунде. Других репок нету. Довольно неплохо идет здесь. О нет, врыв дворфов. Удачного стрима. Не вижу любимой озвучки Питера Гриффина. Ее больше нет. Ну, это не ко мне, это Donation Alerts злобит озвучку. Пацаны, не я украл, скавины украли. Спасибо большое, Молотару. Неожиданно для меня, ой, прошу прощения, вампират смог пробить противника. Алибарды, Ноктил успевший зашли в лес и накидали, но Ноктил пеший все-таки имеет преимущество против крупных, у него алибарда, поэтому фемиром противопехотным по башке могут настучать. Здесь работяги уничтожены. Только что плюс-минус неплохо себя чувствовал Карк, но в целом везде, по-моему, он тут попроиграл. Фемиры остались одни, да? Ну-ка. Воины фемиров. А, нет. 829, 699, то есть есть у нас вот 829, где-то еще коцаные, которых я плохо... А, вот они. Плохо вижу. Уже усталые. Уже усталые полностью. Эти стреляли весь бой, кстати. Никто им особо не мешал. Всего лишь 280 мэйлей. Можно немного ускорить. Кстати говоря, граф Ноктил избил мага. Ветров тут еще нормально. Для пехоты, алибардосов лупасить. Волки крупные, поэтому алибардисты им неприятны. 2 пака, 3 пака алибардистов. Есть ли ветра магии тут? Ветра магии Карком постоянно тратится. Он нарегенил уже, посмотрите, как много. Практически 1500, потому что у него есть нехек. И, судя по всему, он его кидает очень хорошо. 4 пака алибардосов. Можно в целом было бы встать даже здесь в лесу, и противнику будет неприятно. Возможно, вернется гибельный демон и успеет дать задувочку. Без этого не круто. Знаменитый святой лес Булдыги. Вульфрику тоже неприятно в лесу драться. Он на коне. А, я вас обманул. Тут, блин, стражи Грубин. Грубин. Чертовые значки. Почему у них одинаковые значки? Только по тиру можно отличить, да? Только по тиру можно отличить их друг от друга. Это лес имбовый для обороны. Хороший корабль. По толпе. Чуть-чуть пробивает стражу глубин. Стражу глубин захиливают. Но, конечно, стражи глубин в этом лесу для Норски это прям жесткая заноза. Набегают демоны фемиров. Тут еще резерв стоит. Ноктил бы вернуться только сюда. Давайте чуть ускорим битву.
Расчарживает пока Нави весь мусор оставшийся. Тут еще доспехи раскалываются, кстати, тоже неплохо, учитывая, что их доспехи, я вам напомню, 90. У них доспехов, они в фулл-плейте, но у них доспехов по значению меньше, чем у доппельзольнеров, которые там в колготках наполовину. Но это потому, что морские доспехи. Да это голова уже краблик, он нормально голову накидал. Это осторожная голова, обосравшаяся. Головы назадували. Вообще не попал. Это реплей поломанный, краблинг. Все нормально. Стражи голубин. Против всех. Против всего крупника. На хиле работаем. Происходит нахилие какое-то. Кстати, кап хила практически достигнут. Их жестко регенят. Их жестко бубенят. Ноктил пытается спасти ситуацию как может, но Норска уже просто за счет массы тащит. Еще одна голова влетела. Моралька рассыпается. Захавано. Захавано 1-0. Но Карк неплохой бой дал. Неплохо. Почти 1500 здесь. Тут 2 пака было. Я баклан. Извините меня, пожалуйста, ошибся. Короче, контрпик в итоге к билду Нави неплохой получился. Стражи глубин. Нави зачем-то реально принял бой в лесу против Алибард. Ему устроили полный ужас здесь. Позорная коронада, если бы не она, а какой-нибудь еще отряд, было бы, мне кажется, намного проще и лучше жить. Стрелков всех позадувало. Ударить какое-нибудь говно и прометейцев взять. Как десант вообще умер? Ну, на вот этом, наверное. На этом, судя по всему. Нави против Карка. Бой второй. Теперь Нави играет за вампиратов. О, это Горок. Ребята, это лорд силы. Он что-то знает. Карк что-то знает. Он играет по гайдам краблинга. Он взял Горока. Но я помню, что Карк нормальный чувак. Итак, здесь коробка. Вампиратская. Снова пеший ноктил. Коронады, которые уже будут сами стоять в лесу. И, по идее, им стрелять будет легко. Горок. Пехотный лорд. За косарь. У него есть палица. И он не палится. Нави это Иван наоборот. Понял. Работаем, Иван Краблин. Много завров. Завры-воины, завры с копьями, ставка на зауров. Здесь жрец цинков зверей с янтарным копьем. Видимо, в бочину настреливать. Он ждал кого янтарным копьем? Собирался стражу глубин? Ой, как больно. Ой, как больно настреливают. Происходит прострел завров-воинов. А у кого я забыл, чей мы реплей смотрели, где эти работяги вообще даже пострелять не смогли нормально. Какой ужас. Это завры с копьями. О, он просто стоял коробкой. Ну, кстати говоря, неправильное даже, мне кажется, расположение войск. Надо было наступать вперед с цинками. Это прям жесть. Это прям жесть, ребята.
пока те дойдут, тут уже всех перестреляют. Жесть. Не, ну тут все, тут смерть уже. Просто смерть, посмотрите. Разница в value. Горок пытается выиграть. Ой-ой-ой. И казалось, за 1300 должна была баржа прилететь. Что, у меня баржу украли? Пацаны. Да. Каменный суп вкусен, не правда ли? Меня нашла остландская мафия и закидывает меня деньгами, от которых я отказывался. Вы не понимаете, ребята. Я отказывался от этих денег. Каменный суп действительно вкусен. Горок не помог. Ну, советы Краблинга. Вот, ребята, все, чего стоит. Спасибо, Редкур, конечно, за донат. Не знаю, что я сделаю с этими деньгами. Куплю багманское. Это донат, ребята. Мы играли в настолку. И один из игроков в настолке недавно устроил конкурс артов и сгенерированных для своего персонажа. Вот. Я давно сделал арт для этой настолки, для Краблинга, который Краблинг провел в стиле сериала на НТВ. Дерьмовый такой арт специально. И взял его персонажа, вырезал. И инвертировал в обратную сторону и выдал за новый. И он сказал, я победил, и скинул мне 1300 рублей. Чтоб вы знали. Как зарабатывается донат в 1300 рублей. Легкие бабки. Сейчас я вам покажу. Я генерил специальный... проплатил самую крутую нейронку, которая была... Короче, заказал художнику профессиональному этот арт платно. Он его где-то месяц делал. Для настолки. Да. Сейчас. Вам покажу. Да куда ты нахрен? Сраный адблок. Вот она. Видали? Какой арт. Вот его персонаж. Вот Булдыгин персонаж. Вообще. Топ-тема. Как у Турина. Как вам? Нормально? По-моему, идеально. Блять. Клим Жуков, это Дукалис. Вот его персонаж, и за это у меня 1300 рублей. Я вот это вырезал, инвертировал. По Вахе, настолка. Мне кажется, топ-тема, да? Ну так. Изи бабки для меня. Но я художник. Что вы хотели, ребята? Зарабатываю деньги. Да, деньги действительно крутые. К нам еще... Сейчас я пока репкие другие беру. К нам еще пришел человек в Discord. Как раз вот этот раздел по настолке оранжевый. И предложил сыграть в новую настолку. Спросил, а не водят ли здесь... Ну, у нас водит Ваха, Pathfinder, там, ДНД. Он спросил, водят ли трусовзрыв настолку. И скинул правила настолки трусовзрыв. Вот. В целом теперь жду, чтобы Булдыга нам провел. Да. Мы пока смотрим дальше. Главное, что человек серьезный пришел. За людоящеров побеждали иногда.
Это сродни игрой в гномий хеликоптер. Мы так и подумали изначально. Вот. Ну я в шоке, что есть такие настолки, честно говоря. Представляете, собраться в клубе в каком-то с мужиками после завода, чтобы поиграть в трусовзрыв, где вы за школьниц каких-то японских играете с суперспособностями. Это ли не дворфийское счастье? Эбануться. А мы с вами переходим дальше, ребята. У нас Attack Speed Enjoyer против Пегаза. Мы это не смотрели? Не смотрели. Тут 4 пака Дворцовой Стражи Авелорна. Прошу, Сестер Авелорна. 4 пака. Вообще псих. Ну не зря, он не зря булдыгу разнес вообще без шансов. Просто переехал. Серьезный человек. Серьезно, это коробка. Коробка из Сестер Авелорна. С огненными пламенными атаками против Хорна. Главное, чтоб магический. Бля, Хорн и не сопротивляется огню, чтоб вы знали. Грустная гнусная пушка. Будет ли сетка? Подождите, служанка. У служанки сетки нету. Не помню, может я чего-то не знаю. И тут сетки нету. Но уже неприятно. Ага. Ага. Ого! Угу! Все. Что-то не сработало. Стоим квадратом. Ой-ой-ой, что творится-то? Грабители Хорна грустно нападают. Ух ты, хорошо залетело. На 600 вэлью. На 650. Фурики, фанфурики полетели. И даже сели. И сели неплохо. Миносы. О, как больно минотаврам. Сестры настреливают в упор. Им просто похер. Не успевает равномерно здесь напасть Пегас. Здесь сразу синглы фокусят адских волынчиков. Воланчиков. Отряд Фурик умер. Пушки Габелла. Да, сестры могут в мили напихать. Но тут главная цель Хорна была в первую очередь повязать сестер, чтобы миносы дошли внутрь коробки. А он не справился именно с равномерным распределением. И плюс сестры игнорируют здесь, видите, просто отряды. Берсерков тоже как будто надо было протаскивать. Вот так вот. Не, ну я очень рад увидеть сестер Авелорна. Это внезапный билд. Я не ожидал такого увидеть, вообще не ожидал. Тем более, что он рискнет против человека, у которого... сколько у Пегаса, кстати, на этот момент? 4-0? Да? У него на этот момент 4-0. И он берет. Он берет. И разваливает. Вот, а Краблинг негодует, что Хорнат угадал с билдом, но проиграл. Красивая победа здесь. Булдыга общается с реплеем. Сука.
Как всегда, ребята. Разговор с реплеем. Следующий у нас бой. О, 3 пака священных кроксов на Хилыге. Понял вас понял. Пегас, по-моему, без клана. А так Спид из РТК, правильно. Еще Краблинг здесь, который кикает людей за лузы из клана. Вы думаете, почему Булдыга больше не в ВМ? После прошлого ВВЦ как раз. Он же на последнем ВВЦ отлетел, а Краблинг в ВВЦ вообще очень внимательно смотрит. И Булдыгу кикнули нахуй после луза на ВВЦ. После вылета. В 23-м году, или в каком-то он был. Да, за 2 недели до ВВЦ. Я знал, что у вас блядский кайф, но нет чести, нет уважения, нет пива! Давай послушаем про Господи. вонючего Краблинга. Я заговорился. Я подумаю, Сайнерс. Мы вообще музон не включал пока. Это надо до стрима подумать. Хотя Краблинг столько наговорил, что можно действительно послушать вонючего Краблинга. Извините, ребята, давайте я перезагружу реплей, чтобы в него вникнуть, а то я потерял нить. Простите, извините. Со своими шутками. Не понимаю, что происходит. Заново. Давайте заново. Всем привет, с вами Райзум, начинаем стрим. Почему-то я начал стрим посреди загрузки, я не знаю, но входим, так сказать, в поток. Пеший слан, 3 когорты, есть солнечная машина, солнечный мужчина, есть бастиладон с кристаллом, с одним, на 3 кроксигоров 1 кристалл, но слан прикроет. Малагор сразу нагло полетел, работает ПВО. Хоба или не хоба? Это была проверка на алдов. Ох, нифига. А, это сцинки. Я думаю, с каких пор разаргоры так таранят. Так таранят, тарабанят. Чем защищаться от хашек? Есть тень, охотничья стая. Есть немного застрельщиков. Но если вот пробить охотничью стаю, то хашки кабины всем и поразломают. Так-то. Так-то. Передаем привет от знаменитого отряда. Опачки, изгнание в дорогой отряд, но оно что-то мажет. Смазалось изгнание. В когорту Атля сразу набегают серьезные пацаны. Малагор сел, не боится подраться, не боится запачкать руки об охотничью стаю Саламандр. Кстати, Пегас пока ведет. Яшур пока ведет. Ой-ой-ой, 3 пака хашек. Как больно. Как больно Слану. А кто поможет Слану? Может быть, когорта... Может быть, когорта поможет Слану? Нет, она не будет... священные кроксигоры будут пытаться помочь. Правда, им ломают кабину. Еще протащил пак. Но пока неплохо. Пока получается неплохо. По своим настреляла охотничья стая. Действительно, какая разница, на кого охотиться. Повернулся жопой к Саламандре. Ну, прости. Ты зачем жопой к хищнику поворачиваешься? Идем все еще ровненько. Правда, продолжают избивать Слана. Хавают стаю Саламандр. Никто ее не спасает.
Хашка. Хашка, кстати, пока не так уж и много набила, потому что ее постоянно давят. Постоянно напрягают ее. Опачки, а они же могут еще в миле драться. Итак, сейчас этот отряд обеспечивает себе победу, эти отряды, убивая противника, чтобы больше никто не смог их заткнуть. И они начнут накидывать. Они могут убить Слана, например, кстати говоря. Бронебойчик вполне себе работает. Когорта у Лаатля сильно хреначит под хило. Действительно, она может прям жестко накидать. Но может все-таки стоит расстрелять противника. Здесь кайфуют ребята. Перестроиться, там расстрелять. Потрошители сильно затерпели. Хотя нет, косарь набили. Удивлен, что они выжили в целом. Будет еще одно изгнание, кстати говоря. О боже, там еще машина. Кстати, блин. Бастиладон все это время мог стрелять по хашке. Я забыл. И, судя по всему, Пегас тоже забыл. Пошел еще хил. Краблинг тоже сходит с ума и ругается с реплеем. 800 value химера. Изгнание. А потрошители уже просто убиты. Даже изгнание особо не нужно. Но жреца убивают. Жреца убивают по беспределу. Проклятая химера, и никто ее не заткнет. Не угадал по билдыге, говорит Крабыга. Жижига. Больно. Не, ну музон тогда в конце Сайнерс послушаем. В конце стрима включим. Алдовый. Иначе сейчас я не успею все постримить, а надо спешить нам. 2-0. А так Speed Enjoyer разваливает своего противника. На Пегасе. А надо было на драконе быть. А не на Пегасе. Смотрим дальше. Это же группа Акейн и Айнерион. Акейн залетает на Нургле против Катая. Ока. О как. Нургель. Грандовый Катай. Где-то мы уже подобный билд видели. Тут тоже сейчас будет вокруг. А здесь квадратная коробка. Штрум коробки, ребята. Хотели? Штрум коробки. А вот он вам. Нефритовый барабан. В синергии, тут все дела. Нефритовые воины с алебардами в итоге обмазаны тут бонусами. 46-51. Это для юнита за 650. Невероятная вкуснятина. Барабан что дает у нас? Что он там включил? Или он пока ничего не включил? Ничего не вижу. Или... Нет, это оборонительная стойка. Подопечные заразы. МТК. МТК это клан Турина, ребята. ЦБ это наш. Жесткий супер квадрат. Запалили Акейна. Тамрухана расстреливает. Он на Бубиболосе. Или как его там зовут? Бубубулосе. Страшный носитель заразы пытается расстрелять пацанов с дробовиками. Но пока что не получается особо, кстати говоря.
260 value только он набил. Очень круто, что квадратами стоят стрелки как раз под выстрел, чтобы плотненько влетало. Но, правда, не особо получается попадать. Везет здесь стрелкам из железных градов, потому что если в квадрат прилетит плотненькое всем нашим, то им вообще кобздец. Вороны сошли с ума. Ладно, это просто байт. Это просто байт. Рыпнулись немного. Ускорим пока расстрел. Ой! Попало. Не попало. Пока кайтим Мансим. Не попало. Да что ж такое? Очень сильно впитал Тамурхан. Не получается у Окейна зачистить внутрь коробки, внутренности коробки. А потому что он целится в Сайтанга. А так надо? Или специально целится в Сайтанга, чтобы он мазал. Чтобы он мазал и попадал по противнику. Дробовики еще живы. Катай не нажал ничего на барабане. Хорошо. Так задумано. Значит, так нужно, пацаны. А вот нехер задерживать зарплату барабанщику. Он только один знает, как барабанить сзади. Вот этому платят выставочному. Вот этой вообще. А вот этому не платят. Ты если платишь голове, но не платишь жопе, жопа может подвести. Старая катайская пословица. Поэтому бафов не будет. Никаких. Куда делась половина Тамурхана? Ну тут Сайтанг буянит. Опа, рыглыга напала. Грайндер 1,5 косаря набил. Еще Грайндер уворачивается. О, попадание. Патроны практически закончились. Остался последний выстрел, так сказать, для себя у Грайндера. Пока не тратим. А нет, 0 выстрелов. Даже для себя не осталось. Ну, если его в плен возьмут, ему не поздоровится. Бафов все еще нет. Рыголос нарыгал. Нефритовые воины скоро будут пробиты. Опачки. Какая-то ярость. Пошла ярость клинка. Магические доспехи. Это кто у нас? Это лорд дает. Все становятся яростными. Нет, не лорд. Кто? Я просмотрел. А, нет, это барабан дает. Все. Это просто способность. Или это прям бонус? А, это бонус барабанский. Фу ты нафиг. Извините. Он байтил на то, что он не шарит. Как будто бы защита от психологии здесь бы помогла держаться, учитывая ужасы. В итоге все пугаются, не успевают стрелять. Сейчас Бубий Волос всех распугает в усмерть. Включен черный колевец. Нургал душит. Нургал хилится. Деньги неправильные, если что, не верьте. У Катая минус 2000. Ну ладно, не минус... Ну да, минус 2000. Так что у Катая ситуация-то в целом хуже. Катай уже тут проигрывает на полную. Уже драться абсолютно нечем. Землю зачистили. Земля уничтожена. Это 5-й раунд, ребята. Мы досматриваем 5-й раунд. Один 0.
Коробку развалили. А зачем ты сделал каст с Окейном? А, булдыжный. Так. Это наплевательский билд. Заплевательский. Вот ящер. Сейчас Краблин кикнет Окейна из ЦБ. Ужас какой. Да, билд пытаемся закайтить Сланеш. Да, кайт? Насколько здесь кайт? Здесь не пахнет кайтом, учитывая, что сзади стоят сцинки-застрельщики. Прикрываем жопу, называется билд. Это же Дедчало, самый балансный герой. Это вам не баржа, это ваша имбовая. Всего лишь Дедчало. Стоит 2200. Что-то там ездит, что-то там крутит, вертит. Плевки получает. Осколками вот рыгает. Ежели чё. Вот, начала одеколон свой разливать. Потравила даже краксигоров и завров-воинов. Каст, который кастуется 50 лет, попал все равно по отрядам, невероятно. Сейчас остальные слонышиты подтянутся, подождите. Сейчас работяги подтянутся. Дичало это герой, ты кликнул и забыл, ребята. Это включил и забыл. Она там что-то сделает, стоит, ее окружили, ее лупасят, а ей все равно. Ну, вот магические доспехи, конечно, для нее неприятны. Немножечко. Немножечко. Ой! Почему-то кайт не сработал, и в 3 отряда ворвались адские бродяги Сланеш. Что-то пошло не так. Тылы были слабо прикрыты. Опять же, катайцы правы. За жопу было заплачено очень мало. Это кайт жопой, Краблин. Нет, это специальный кайтерский билд. У него сцинки должны были стоять впереди, но они закайтили до старта боя и оказались позади. Это превентивный кайт. Сбивают бедолаг-копейщиков. Вечная свита ждет, вечно ждет. Чисто отдыхают ребята. А Кейн решил, что справится в целом и так. Опачки, судьба Буны. Кого? А, не в тех. Он, интересно, он, наверное, хотел в сердце Ловов. Лова, но не попал. Попал в хашку. Позорную. Вспомнил, что щит есть. Да, скорее всего, мисклик. Стража Звездной Палаты словила осколки. Не фартанула. Теперь ее просто нарезают. Все очень плохо здесь для МТК Айнариона. Но я думаю, если что, Турин разберется здесь. О, они пришли. Они пришли, они пытаются всех нарезать. И смотрите, какой дэмэдж, думадж. Но это GG. Или не GG, нифига себе. Все, сейчас будет камбэк. Сейчас будет камбэк, пацаны. От Слоныги. Здесь еще Легион Чаквы. Смешно, что если бы он, получается, в тупую не впитал от Стражи Звездной Палаты, мог бы еще как-то посоревноваться с Пылы.
Может, даже мага-жреца бы спас. Чисто на копьях. Но, к сожалению, он впытал с пылы. Сейчас Слана убьют. Что творят работяги из Легиона Чаквы? Что творят? А точка-то захвачена была. Ну а Кейн победил. О, Кейн. Но зато удалил, видите, этот отряд. И если бы еще попал Бьюной, кстати говоря, по сердцеловам. Попасть Бьюной, увернуться от спыла одного. Можно было бы посоревноваться неплохо. Билд, который Краблинг назвал кайтерским, не сработал почему-то. Переходим дальше. Мировой против Царикса. Вот так вот. Дзинч против Хаев. Это уже серьезный матч у нас. Серьезные дяди. Мировой просил показать бугров. Сейчас мы ему как раз на стриме покажем, как играет Царикс, чтобы он мог к нему подготовиться. Его билды. Чтобы можно было запомнить. Итак. Вуды. Собираются перестреливаться, хашки. Чтобы воздух поддушить противника сразу. Готов был Мировой к тому, что у противника будет много воздуха. Потому что хашки всегда очень хорошо отстреливают воздух. Сестры Сумерек тоже в деле, если что, и кабину, чтобы немножечко развить. А тут 3 пака роковых рыцарей Дзинча. Огребают фурии, тут еще улучшенные миазмы сразу в них, они их еще и замедляют. Тут еще и яд их замедляет, напихали только так. Накидали по голове лорду Хаоса Дзинча. Пришли диски. Диски! Большая карта для... Вуда, самый кайф. Справится ли с управлением Царикс? Опачки. Ох, как их цепанули-то. Да что так больно? Вот это зацепило немного. Попали под фуру. Несутся вперед отверженные для того, чтобы зачаржить. Не так уж много набил Мировой здесь. А диски нападают. Ой, еще в лучников сейчас будут садиться. Ну тут прям больно, больно. Но пак отверженных застрял. Сектант Дзинча за 650 рублей захватил точку. Правда, магии не будет огненной здесь. Но пока что и без нее хорошо справляется Царикс. Неприятная драка для эльфа, который хотел пострелять. А ему пострелять не дадут вообще никак, не дают. Дыхание вообще в никуда, просто в щит. Ой-ой-ой, как неприятно. А последний раз это Мировому также не везло на дыхание. Это прям какой-то ужас. Ужас. Какая боль. Тут еще рыцари, но они застряли в Вечных Стражах. И это неплохо. Пачка бедолаг отверженных огребает от Вечной Стражи со щитами. Кайфы. Эльфы просто стоят и собираются побеждать. Душилова идет. О, тут попытка загнать рыцарей хаоса на Дзинчах. Диски-то еще живы, литые. Все, кстати, литые диски живы. Летые. То есть от слова летают. Почему Кава не сожрал тех летунов, когда сели на лучников?
Потому что тут от кавы одно название. Это кава не для того, чтобы сжирать. Это кава для того, чтобы нападать огромной толпой и надеяться выиграть. Вот так. Тут супер нищуки против элиты Дзинча, ребята. Такая страта. Все бабки сожрали сестры, весь бюджет. Дзинч пока регенит щиты. Неприятно терять копейщиков здесь для мирового. Прям тяжело. И точка. Молодец Царик, что захватил точку, а не рванулся вперед. Потому что сейчас, когда эльф начал его поддушивать, опачки, огненная голова еще попала, скоро пехоты может не остаться. Вот эта кава, как только отстреляется стрелы, она вообще ничего не сделает. По сравнению с вот этими стальными мордами. Ее просто уничтожат. Сестры могут, кстати, лорда поддушить. Сестры могут и рыцаря хаоса поддушить. Копейщики очень важны мировому для победы. Мага, если бы удалось еще завалить. Вот, чтобы копейщиков просто так убить не получилось. Потому что дисциплина высокая, просто так их легко не расчаржишь. Бомбами могут с небес закидать. А подождите, у рорных бомбы есть, обычных нет. Кстати, напихали. Ошибся Царикс, отправил роковых рыцарей одних. В итоге в 4 пака луков с ядами им там напихали вовсю. Бронебойка, кстати, неплохая у луков. Не 3, а 7. Это нормально. Здесь тоже ошибается. Роковые рыцари подставляются немного. По идее, как будто бы что тут должен делать Царикс? Он должен заниматься ротацией отрядов и подставлять только щиты. То есть вот эти непонятно куда улетели, они должны были бы помогать здесь, и если что, отгонять, впитывать щитами, пока эти регенятся. Вот, а сейчас этим ребятам никто не помогает, их никто не прикрывает, в итоге их просто унижают и эльф их схавывают. В итоге на странных разменах Царикс просто отдал 2 пака. Ну, мировой схавал, дают, беру. Съедено. Схавано. Хорошая голова еще раз попадает. Больно пехоте. Патронов у сестер еще до хера. Есть еще 6 минут. Эти диски уже не такие страшные на самом деле, да. Если что, на них дракон бы сел. Но они зря рыпаются здесь. Им сейчас объяснят сестры, что они не только отряд лучниц, но они все-таки на драконе. Рыцари обосрались. Остается 1 пак летающих рыцарей. Сейчас будет анпак летающих рыцарей, возможно. Больно. Дыхание. У этого дракона, видимо, слабое дыхание. Что-то, конечно, сплэш вообще не унижает ни разу. Наверное, даже кайфовое было сюда его дать, хотя... Но тут все, мировой уже продушивать будет сейчас. Прям продушивать. Стрелы еще есть, возможно, даже копейщики добегут. Миазмы, смотрите, весь бой лупят миазмы. Красиво, красиво. В себя поверили всадники полян. Ну, скорее всего, забыл мировой, что стрелы закончились, кликнул, а они пошли в миле. Или не увидел, что стрелы закончились. Опачки, стрела перемен. Сейчас будем уворачиваться. Гайд по увороту от стрелы перемен. Хоба! Вернулись.
Еще миазмы пошли. Не, ну миазмы здесь кабздец как зарешали, посмотрите. Как же они душат, эти миазмы. Обосрался лорд Хауса. Стрелы еще есть. Лорда избивают. Но тут уже все, мировой продавил. Нифига. Только я сказал, зашла прекрасная огненная голова. Правда, немножечко по своим. Но без лорда будет тяжело. Сейчас роковые рыцари снова обосрутся от дракона. Вообще все, возможно, обосрутся от дракона без лорда. Летает драконильда, естественно, всех пугает в усмерть. И царик сдается. Это было нелегко по времени. Хотя, ой, не туда, простите, не туда добавил, мировой, не бань. Не туда добавил. Все. Мировой мог сказать, что ему должен $1000 за это. Но начало было неприятное для эльфа. Лучников просто сдули. И пару паков еще потерял он. Кава милишная, как вы видите здесь. Чисто для прикола. Но сила миазм на дистанции. Посмотрите, вроде бы миазмы. Но из-за того, что тут кайфовые дорогие отряды, которые это залетали. Ну еще она в миле, по-моему, пыталась бить сектанта. Душнина от Вуда. Ну, когда играешь против Дзинча, вариантов-то сколько. Империя против ящуров. И здесь вождь красногребневых сцинков. Да еще и пеший. Представляете, першень. Так, империя. Лизардолюди. Охотнички. Бальтазар. С трансмуткой. Ничего себе. Насколько трансмутка оправдана против ящеров в целом? Обычно просто у них толсторожие лорды, и трансмутка со 100% их не пробьет, как будто бы нет. Или взято так на всякий случай. А основные спылы здесь рок и ржавая чума. Рыцари империи, охотники, дешманский фронтлайн. Но ящер тут не то чтобы собирается проламывать фронтлайн, у него куча кавы. Дешевый лорд, самый дешевый лорд, который, видимо, мог взять ящер за 600 рублей. И собирает свой мировой задушить. Очень редко можно встретить лорда ящеров, которого можно задушить. И здесь как раз этот случай. Итак. Улучшенная трансмутка. На все бабки влетает в лорда. Лорд еще скамит своего бастиладона. План здесь убить быстро за 2 каста. Вот каковы шансы, или это мета, что ящеры возьмут нищего лорда без хп, которого можно задушить трансмуткой. Вот как это так? Невероятно. Похоронит ли потери лорда ящер? У них мораль норм. Ну и вон кристалл оживляет. Опачки. Пока мы туда смотрели, и, видимо, мировой смотрел, здесь огребли рыцари империи. Пытались выйти вперед, их заплевали просто в нулину. Ящеры несутся со спины. До трансмутки еще надо дорегенить. Будет, скорее всего, еще второй кристалл. Сет очка. Потому что мага 2. Значит, второй трансмутки не будет. Ну или будет очень-очень не скоро. Соответственно, лорд спит спокойно. Саламандр продолжает душить.
Кристалл добежал. Наездники тоже здесь. И наездники еще и здесь. Со всех сторон ящер. Коробка пробита. Прям пробивается. Пробивается очень сильно. Да, луков режут, пробежали. Вот, когорта, она пробежала. Она не стала драться с пехотой, она пробежала. Это важно. Ее протащили. Хорошо, копейщики ворвались в рыцари империи. Успел заметить здесь Царикс, что его таргетят. Но все равно наездники огребли урон. Сейчас фронтлайн еще сломается империи. У империи фронтлайн чисто номинальный в основном. Хотя у противника не то что штурмотряды крутые. Раздевают копейщиков. Правда, уже поздновато немного. Империю действительно очень сильно расплавили. Ну и в итоге, видите, эта трансмутка больше как будто бы помешала империи. Потому что на вторую он не успел накопить. Ветров не было. Ну это чисто постфактум, да? Понятно, когда ты кидаешь первый раз, ты не знаешь, что как будет. Вдруг противник бы затерпел и впитал вторую трансмутку или долго шел. Но когда ты рассчитываешь на 2 трансмутки, все равно. Сколько там у него? У него регенерация неплохая, конечно. Плюс 0.24, плюс 7 он получит, но это все равно не то чтобы очень быстро. И то это позволило первую очень быстро кинуть трансмутку. Тут уже все. Мировому очень сложно здесь. Бедный лорд за 600, по которому одному лупанули просто лютой трансмуткой. Он даже попытался... А вот она пошла. Пошла еще одна трансмутка, которая его не добьет, по идее. Ну, почти добьет. Кристалл заруинил оживление. GG. 1-1. Противника оказалось дохера. А хотя не так сильно дохера, смотрите. 6 паков кавы против 5 паков кав. Но при этом у мирового 1 пак кавалерии в самом начале при попытке мирового наказать Саламандр сдох, и осталось 4 против 6. И против Сотека, когорты, которая пробежала. Ну вот как будто реально дождь, усиленное раздевание, сетка могла спасти оборону. А трансмутка чисто похороныга. На самом деле мод Клисана вот, очень круто показывает экономику магии. Здесь, ветров, с этими регенами и с прочим. Насколько важен реген маны. Насколько важно запас оставить. Так, у нас мировой на Башиве против скавинов. Мы уже видели мирового против скавинов. Небесная Джонка. Это же мировой тогда прыгал телепортом или не мировой? Кто там прыгал телепортом? Главное, чтобы мировой больше не использовал такие телепорты. Против Гринвана, да? Против... нет, против не Гринвана, против кого он играл там? Забыл. Сразу ракетницы здесь. Неприятные. Запалили триады. Точку быстро не захватить. Астромант летает на попугае. Ух ты. Порыв ветра. Доспехи 20. Рядом плохо. Сейчас их порыв будет-то задувать.
Лорд невероятный, просто невероятный. Это предводитель воинов скавинских. 60-40. Реген. Окей. Окей. Инженер-колдун, способный затормозить воздух. Это против воронолюдов и летунов. Варп-молния и смертельное неистовство. Одна булдыга из двух, потому что булдыга рекомендует 2 Джонки. Джон Ки. И его гонконгские фильмы. Опачки. Что-то предводителю воинов плохо. Что-то ему плохо. Ой-ой-ой. Да, Джон Вик, Джон Ву, Джон Ки. Напихали. Скавин больше не Скавин. Действительно навоевался. Даже неприятно. Но сейчас посмотрим, каким будет скавинский налом. Еще надо каким-то образом спасти предводителя воинов, потому что Башива бегает со скоростью... Она спрятала. Она же чаржит со скоростью 150. Это тебе не Скавин со скоростью жалкой 105. Это Башива, которая бегает... 105, напоминаю. 105 скорость. Видали, блядь? На тебе, 105 бегаешь, говоришь. Это 49. Но это в кошачьих этих единицах. Да, потому что... Как в знаменитом мультике. Пока ты своими ногами. Раз, два, три, 4. Башива на 2 ногах. Раз, два, раз, два. Быстрее. Ну, Башива вообще лютая. Вот это сильно, кстати говоря. Хотя тут в целом обходить на самом деле некого, но зачем вот такой толпой собираться? Может, надо было в джепу зачаржить? Тут бешеный астромант влетел в засаду. Предводителя воинов спасают как могут. Тут бросаются молнии. Летают сюрикены, которые еще всех своих. Все испугались, все обосрались. Сюрикены еще залетают в бедного предводителя. Неплохо залетает в небесную джонку. Ну, кстати, здесь не так уж легко катаю на самом деле. Можно было бы бегущих ночью, например, расставить немножечко, чтобы их не накрывало сплошным баражом. 2 пака. Чё там? Лорд кукухой поплыл, минус 16 дисциплины. С Кавином плохо, с Кавином грустно. Кава летит на перерез. Все разбегаются в ужасе. Жонка жива. Где варп-молния? Мана. Шандарахнула. Пошел воющий варп-метер. Метер снова поймали петуха. Да что такое? Варп-метер. Ой, ну ему капздец. А нет, его хилят. Его хилят возрождением. И он еще и уворачивается. Крутит пируэты. Сможет ли выжить? Можно было... Хотя ближе тяжело подойти. Но вот эти анимации, конечно, его очень сильно спасают. Он еще отбрасывается заклинаниями.
И все, и он выжил. И он выжил, и еще ракеты прилетают. Так он не просто выжил, он вернулся, чтобы мстить ограм. И огры обосрались. Скавины перегруппируются. Столько снарядов было слито в эту джонку, она жива. Огров будут гнать сейчас с ссаными тряпками. Заклинания еще есть. Здесь есть железные когти тигров-воинов, которые очень-очень-очень просят молнии. В голливудском стиле ракеты попали рядом со всеми отрядами. Слабые скавины нужно бустить. Скавинам нужно единственное измерение смерить, чтобы их 109 было не меньше, чем катайские 49. Было бы прикольнее фулл котов набрать и проиграть. Проклятая ракетница душит. Но молнии могут спасти на самом деле. Если молния сейчас в джонку попадет, она загорится. И упадет на тигров и задавит их. В целом может сработать. Насколько в тему будет Танкуоль с его юнитами. Ну, если суть Танкуоля в том, чтобы проебывать с позором и убегать, то в целом под скавинов обычно это подходит под текущий... всегда под их баланс скавинов идеально зайдет. Сколько value на псевдобар? 1200. Этот уже захилился бешеный. Там триад гоняют. О, с пылом всех сбрил. Сумасшедший астромант. А, там еще вещая лапа была. Я не обратил внимания, простите. Астроман действительно MVP. А, ну да. Чё я не обратил внимания? Возрождение-то влетело. Я думал, оно просто само по себе действует на стиле катайского императора. А там коты. Да не, она нормально стреляла. Тут действительно пехота была довольно вялая. И забревающаяся. По факту вся заруба тут с проклятыми синглами велась. Особенно с вот этим магом. Чего такой лорд позорный у скавинов? Перед боем он убил Икита. И захватил власть. 2-1. Но было не так легко. Учитывая, что у Царикса там было 2 луза, по-моему. Или 1 луз. 1 луз был. Его кинули мировому. Так, и мы с вами можем прыгать в 6-й раунд, где смотрим сейчас главных претендентов на победу. На выход. Да? Где интрига. Итак, кто же у нас? У нас Рафлан Булдыга против Карка. Я не знаю, каким образом распределялись пары, но почему-то именно такая пара была поставлена. Булдыга может радоваться, что именно мировому бросили Царикса в прошлом раунде, а Карка приберегли для него. И что это не Царикс. Тот же самый матчап, понял вас. Я как чую, ребята. Мне даже фраки менять не надо. Ладно, только местами. А даже местами не надо менять. Итак, Рафлан Билдыга с другим билдом антискавинским. Здесь трот нечистый. Жесткие билды.
Да Булдыга уже ушел, че он будет оправдываться? Жесткая пивныга с максимально широким строем. Посмотрите ширину этого строя. Посмотрите, широкий Булдыга идет по всей карте и становится шире с каждым шагом. Атакуем скавинов, сразу прострел бедолаг-гренадеров случился небольшой. Булдыга пишет в ЛС вместо чата. Булдыга поднимает бунт против Альфредина или что? Собирает народ с вилами. Итак, широкий Булдыга врезается сразу в скавинских рабов. Боже, какой он широкий. Даже отвечает людям с твича мне в ЛС. Ой, гранатки пробитые. Не, ну это база Булдыги. Действительно. Ох, как больно. Жаль, это всего лишь скавинские рабы. Тут тоже серьезные гранаты с Тархуном. Отравили Джаомина. Не отравили, а дали попробовать. Дали попробовать, Булдыга пошел бутербродить. Пугать огров. Тут один пак огров схавали, нифига себе вороны жесткие. Бедные огры. Ну тут хотя бы по стандарту скавинского 4 пака огров. Это уже хорошо. Фронтлайн у Катая грустит. Нетти бубаны слабенько стреляют. Они пытаются застрелить Джаомина. Наверное, не стоит. Быстро его вряд ли удастся расстрелять. Лучше бы другими делами занимались и отстреливали тех, кого отстрелять можно. Вороны попались. Тут и крысоогр-мутант. Еще одно дыхание. И в итоге дракончик идет садиться. Останов не хватит. Но здесь рядом, ладно, он не садится. Уф, попался. Здесь же рядом трот нечистый. Дело опасное. В итоге вороны на последнем издыхании просто уничтожили Нетти Бубо. Нетти Буба. Грустно, пока что грустно. Но Булдыга выиграл вот этот фланг. Выиграл очень неприятно для Скавина. Снес Джизайлов. На этом фланге, конечно, ситуация обстоит похуже. Трот очень рано бросил свою обилу и очень рано бросил призыв. Считаем это плюс-минус слив призыва. Потому что Булдыга избежал файта. Дохаувает огров. Здесь тоже попытка дохавать огров. Вот этих ребят оставляют на сладкое. И правильно, тут еще, блин, бафы, призывной отряд. Зачем драться? Хотя Булдыга влетает. Но убийца существ реально был слив. Огром кабзда. Но это скиллы, посмотрите. Какие бигмувы на самом деле от Булдыги. Жесткий контролер, я бы сказал. Остается только бесячий скавинский блок. Трот набил 100 value. Кстати, очень крутой лор. Показывает себя идеально. Легенда. Булдыга подрос. Да блин, он же доминации турнир выиграл. И в прошлом турнире с победителем доминации сыграл 2-1. Там, где проиграл на 4 поинта. Так что... давно уже подрос. Но моралька Булдыги не подросла. Тильтыга тоже подрос.
Сейчас останется только вот этих как-то развалить. Вот это трио. Вот крысоогром, кстати, вообще не было смысла разбредаться, учитывая, что у противника нет стрелков практически нормальных, только гранаты. По факту, блоб скавинский, толстый, было бы довольно тяжело пробивать. Тут еще и обдирание улучшенное. Без хила. Захватил бы точку и стоял бы. Давил бы все. В итоге хавают мага, что есть неприятно. Разворачиваемся в Джаумина. В себя поверил. Немного. Хотя крысоогр-мутант слабенько против синглов работает, он все время мажет, у него анимация говно. Не, ну мага реально избили, все. Магу избили. Булдыга в ответ кидает свою трансмутку, я забыл про блок. Все. Норм. Победил трансмутацию, он накопил. Когда Булдыга копит на трансмутацию или на питу, проигрывают все. 1-0. Здесь. Булдыга снова на Норске против Заривика, против Заливика. Снова мы видим знакомый билд. Демоны эти, откуда-то берутся эти демоны безумные. Заливик с чем? Заливик клинков. Краблинг, ты карку билд посоветовал. Так, тут голубой огонь Дзинча. Искательницы наслаждений. Да, 3 сиська кавы. Вульфрик. На Скамонте. А где алхимик? Отдыхает? А отдыхает. Спасибо Клисану, что Булдыге поставил аватарку клановую, ту, которую я своими руками вырезал в Дискорде. Тоже мое элитное художество. Месяц сделал. Пока в магаз шел. Фига себе носитель заразы, хашку заплевал. Еще попал нормально. Так и шо ж, попал нормально, но Булдыга контролит. Вульфрик не боится. Здесь шаман-чародей смерти с Бьюной. Соответственно, искательницам будет грустновато. А, ну тут еще Заривик. Заливик. Но, да, конечно, эти стрелы и так себя пробивают. Уже не то, не то. Пошла Бьюна. В Булдыгу влетели. Первая Бьюна. Мамонт решает уйти. Тут еще и шаман-чародей с металлом. Со сметаной. Пол хп пробито. Корабль, кстати, нормально продамажил. Или это больше заслуга Бьюны. Хашка несется спасать. Волки аж просели. Грустно. Кава здесь просела, потому что Булдыга контролит сейчас в другом месте. Думает сейчас в другом месте. Есть Рафлан, есть Булдыга. Один контролит, другой думает. Когда один берет управление телом, второй отключается. Но Вульфрик выжил.
Собачки контролятся. Кава бегает. Смотрите, хоба, в разные стороны разбежался. Чтобы захавать нурглингов. И даже кинуть немножечко копий. Но волки все равно отлетают. Но искательниц нормально пробивает. Остается полтора пака. Слишком далеко вышли искательницы, сейчас их накажут. Ой, больно. Кидает охотника на воителей на Заривика, Булдыга. Уже какой-то... Они испортили этот спелл, он стал говном каким-то. Какой-то ни о чёмный спел. Или его надо кидать по-другому. Здесь двери Ташнара работают. Магазин двери Ташнара. Лучшие двери в Норске. Ну, теперь ему капздец, 3 пака хашки здесь. Нурглинги очень долго бежали за собаками и потерялись. Не знаю, успеют ли они вообще вернуться домой. О, ну это все похороныга. Вот сейчас бы охотник на воителей сработал идеально. Ну это джиджига. Итак, вот после этой победы мне написал Булдыга и сказал, что он очень сильно недоволен грядущей ситуацией, потому что из группы выходят 4 человека. На момент этой игры топ-4 из группы. Есть Мировой и Attack Speed Enjoyer, у которых 5-0 счет. Да, у Булдыги к этому моменту сейчас 4-1 было, становится 5-1. Есть Акейн, который играет с Юми. Еще 2 человека. То есть один из них становится 5-1, как у Булдыги. Другой проигрывает 4-2 и уходит. Это 4 человека. Есть 5-й человек, Навигатор. РТК Нави, который играет тоже с кем-то. Если он побеждает, у него становится 5-1. Итого 1 человек с 6-0, 4 человека с 5-1, а места всего 4. И тут включается коэффициент Бухгольца, который считается так. Берутся все игроки, с которыми ты играл, берется их счет, отсекается топ-1 игрок, самый первый и самый последний. Вот, и у остальных складываются счета, и получается твой коэффициент Бухгольца, то есть сила соперников, с которыми ты играл. И получается, да, что у Булдыги из-за того, что у него был Владик Болгарка, который ливнул и не дает ему Бухгольца, но он, ладно, внизу один, да? Attack Speed Enjoyer, возможно, который в топе по очкам и не дает ему Бухгольца. У Булдыги слабые соперники, плюс-минус. Точнее, соперники, за которых дают мало очков. Карк, которого вы видели, за него дают мало. Кто там еще был? Генерал Эйзенбард, за которого дает мало. То есть из-за того, что Булдыга не играл с сильными, его коэффициент с Бухгольца становится грустным. И Булдыга может надеяться на то, что у него будет учитываться сначала личные встречи, а не коэффициент Бухгольца. А единственный соперник, у которого личные встречи с Булдыгой были, это Акейн. Соответственно, если Акейн побеждает Юми и входит в топ игроков, то у Булдыга типа выше Акейна и проходит автоматом. Но если Акейн проигрывает Юми, то Булдыга падает в жопу по Бухгольцу. Вот, и в итоге Булдыга, его судьба повисли на Акейне и на результате его игры, возможно.
Вот. Такие вот дела, ребята. Владик Болгарка сработал, да. Вот такие пироги у нас интересные. Да, Булдыга, почитав, Булдыга пришел ко мне. Он считал с Клауда нейронкой свои шансы. Только Булдыга ему там какие-то верхи дал непонятные, и Клауд в итоге ему херни насчитал по десайдерам, что Клауд насчитал, что у Булдыги шанс выйти 75%. Ну, это Булдыга так Клауду задал промпт. Я в итоге накидываю Булдыге, накидываю всю сетку, задаю промпт, объясняю, прошу посчитать. В итоге считает очень-очень долго Клауд считает, там 50 шагов, жжет токены, считает Fable. Вот, и говорит, шанс Рафлан Булдыга выйти из группы 38%. Это если... мы считаем чисто по Бухгольцу. Если по десайдеру, он говорит 53%. Вот. По десайдеру это как раз по личным встречам плюс Бухгольц. И полностью зависит от Акейна. Если Акейн побеждает Юми, шанс выйти Булдыгой по этой системе 100%. Если Акейн проигрывает Юми, шанс выйти Булдыги становится 7%. Вот так. Поняли, как работает? Акейн против Юми. Нургал против Катая. Судьбоносная встреча для Бубандыги. Он шанс рассчитывает по именно, типа, кто победит, по Бухгольцу. Конечно, Бухгольц еще Булдыги поднимается от того, как сыграют господа, типа, вот ВМ-лохи. Не могу. И генерал Эйзенбард. То есть, по сути, Булдыга зависит от того, как сыграют его противники и доиграют. Его противники уже 100% не выходят. Они могут не играть. То есть они могут не играть, и этот коэффициент Бухгольца просто не будет у Булдыги расти. И в итоге коэффициент больше у того, чьи противники доигрывают свои матчи. Даже если они уже не выходят, просто доигрывают по-честному. Понятно, как работает коэффициент Бухгольца? И зависит от того, попадались ли тебе сильные ребята или нубасы. Если тебе попадались нубасы, которые не доберут коэффициент, ты просто сосешь бибу. И будешь не в приоритете. Красивый коэффициент. Красивый. Вот. В общем, нарисовали. Звучит абсолютно балансно и правильно. Коэффициент Булдыги. Коэффициент Бухой ЦА. То есть Creative Assembly. Или коэффициент Бухгоя. Возможно. Система без рандома. Пока что мы смотрим на судьбу Булдыги в виде Акейна. Снова расстрел. Снова расстрел. В этот раз даже более метко носитель заразы. Не боится подходить Тамурхан. Ему накидали тут бурю теней сразу. Скорость минус 52%. Он байтит. Он байтит. Он байтит. Как в себя поверил-то. На 29 еле уходят от дробовиков. Представьте, бы Булдыга это в лайве смотрел, и сейчас Акейн просто заходит Тамурханом заливать. Булдыга бы с ума сошел. Попытка кинуть дыхание в ответ. Все дробовики расстреливаются. Не, ну Акейн на Нургле действительно душит жестко. Нургл довольно редкая фрака для мейнеров.
Хороший козырь у Акейна и у Берсерка. Залив, залив, залив. Счет и у Юми, и у Акейна 4-1. Да, по поинтам. То есть тут серьезная драка. Не как булды под... Это... Карка под булдыгу бросили. Чтобы булдыга его переехал. Чародей накидывает говнины. В крестьян, кстати говоря. Почему именно в них? Типа самое слабое здесь звено. Попытка продавить крестьян. Задушили мага в нулину. Пушка, конечно, работает безжалостно. Здесь уже сразу включено презрение. Булдыга, как вы сами понимаете, болеет за Юми. Не может же Булдыга болеть за Акейна, правда? И всегда болел. С детства за Акейна, как говорится. Булдыга очень надеялся, что все его обвинения в твинководстве правда, и за Акейна сейчас впишется пирамида. И победит этот бой. Любой ценой. Булдыга готов был заплатить косарь Архану, чтобы тот вписался. Победа нужна как воздух. Не подведи, Акейн. Тут массовый хил пошел. Наглый просто перед катайцами стоим. Ждем. Чисто на нервах противника душим. Дыхание во фронтлайн. Тут, конечно, бафы пошли. О, клинок дал. Передумал. Задохнулся барабанщик. В итоге от кавалерии уже просто не осталось и следа. Ой, от кавалерии, прошу прощения. Ну вы видите здесь кавалерию? Нет. Поэтому не осталось следа. От стрелков не остается и следа. Красиво. Мне нравится, что перед атакой Тамурхана все время отключают сопротивление психологии барабанщики. Просто купленные барабанщики, отвечаю. Он просто вот вовремя ему говорят: откроешь ворота ночью. Ночью переключишь тумблер барабана. Просто одну кнопку переключаешь, тумблер, заплатили агенту. Все, не задавай вопросов. Плевая работа. Ничего не будет, не бойся. Вот он переключил, и все просто обосралось. И полилось говно. Ну все, Нургл просто передавливает это все. Опачки, презрение включилось. Самое время, ребята. Наконец-то добрался дежурный. Смог назад переключить тумблер. Шпиона расстреляли. Ну, Акейн реально катайцев разделывает только так. На своем билде. Видно сразу отполированный билд. Прям жестко отполированный билд. 1-0. Это улыбающийся Булдыга. Пушка, конечно, стреляла все время, но в реген просто попадала. Почему забанили Вайда и Архана? Чтобы убрать их от кормушки. Чтобы некоторые люди проводили свой так называемый
ЧМ частных лиц. Опачки, Норска против повозок. Чтобы Булдыга не мог бороться за Окейна, Юми взял повозки. Взял повозки. Тут 2 мамонта, 2 хашки. У противника куча стрельбы, еще инженер. По идее, Юми сейчас должен немножечко назад сдать, потому что ему нет смысла пехоту двигать вперед. Ее просто переедут. Есть смысл стрелять. Нет, он идет вперед. Ладно. Но вопрос, что делать с телегами, этими мамонтами. Очень надо Булдыге, конечно, зацепить волками противника, чтобы замедлить. Потому что, по сути, тут только на волков и шанс. И надежда. Булдыги, я сказал. Юми. Окейну. Булдыга играл. Я спалился, я знаю, ребята, правду. Так, кораблик. Я не понимаю, почему при кайтерском билде имперец бросил пехоту вперед, просто чтобы ее обоссали. Не понимаю, уже который раз вижу кайтерский билд. Опачки, трансмутка. И каждый раз просто там 4-3 пака пехоты ведут вперед и обоссывают сразу эту пехоту. Просто унижают в хлам, и ее нет. Это чисто, чтобы не контролить. Сразу меньше отрядов, вроде проще. Бросил пехоту, чтобы Булдыга прошел дальше, да. Ну, пехота захавана. Норска говорит спасибо. Допустим. Попытка до... Ой-ой-ой, куда? Под чарж, под замедление, рядом с линией. Ты шо, дядя? Тут надо со всех ног лететь. Правда, тут противника много внезапно. Тут и Рейхсгвардия. Возможно, это байтушка. Джакушка. Это Джакушка. Схавает вульфхеднаров. В ответочка от Рейхсгвардии. В ответочка. Напихали волкам. И сразу стало неприятно. Это реально была Джакушка. Волков больше не осталось. Но противника жмут. Жмут в угол. Раскаленный рог. Ну, в целом, нормально продамажил. Опа, трансмут очка. Работаем. Единственное, что вот здесь никто не прикрывает у Окейна. Мамонтилище унижают. На самом деле... Как будто тут из опций у Окейна отойти и зонить пехотой. Потому что телеги, ну, пусть они стреляют в пехоту. Они лейт не выиграют, если расстреляют снаряд. Вот здесь зафит прошел небольшой. Куда вы? А здесь? А здесь? Или вы очень хотят съесть королевский гриф? Очень хотят.
Передумали. Все-таки рейсгвардию хаваем. Мамонтыга тут немножечко сливается. Но это фитрик с гвардии. Ее должны доедать. Мы можем пока ускорить. Перехватывается у нас точечка. Летает наглый Бальтазар. Кстати, можно было под ним подлетать. Удивлен, что Бальтазара не приняли на самом деле. Он такой борзый. Двумя паками хашек под ним. Вообще наглый. Ты чё, Бальтазар? Да в наше время до такого Бальтазара ему бы в жопу копьями бы напихали из-под него. Да в наше время, в дедовское. Во время пирамиды, договорных матчей, читерства. Ему бы напихали. Опа, трансмутка. Вульфрик получил трансмутку и реально трансмутировался и пошел самоубиваться. Такой, ну все, мужики, я пошел подыхать. В итоге от пуль получил больше, чем от трансмутки. Ну все, а тут Акейну остается ловить противника на ошибки и просто впитывать снаряды грабителями. Потому что патроны должны кончиться раньше. А мамонты должны остаться живыми. Тут, правда, инженер, вот у него патронов дохерища, он еще замучает очень сильно. Надо как-то держаться. Патроны экономятся. Ой-ой-ой, больно. Опачки, цепляют. Перекрыл путь к отступлению здесь Акейн. Подцепил. Рейхсгвардия рядом. Жравая чума. Вульфхенары грустят. Их не позвали на драку. Волки, как обычно, обосрались. Ой-ой-ой. Гриффиты здесь. Цепляют бедолагу мамонта. Раздевают мамонта. Точка не захвачена, действительно. Не, захвачена. Недозахвачена. Да, нет, да. Это я мысли нарскийского копейщика озвучил. Мамонтыгу унизили. Окружили вульфхеднаров, им грустно. Валят Вульфрика, ему тоже грустно. И это 1-1. Мамонтыга на булдыге напрягся. Я вообще в целом хотел сделать пост об этом до игры Акейна, чтобы он знал, что от его игры зависит судьба булдыги, чтобы так сказать. Дать ему сил Акейну. Выиграть. Подбодрить его. Вот. Но булдыга просил не говорить Акейну. Кислев с малышом Громом против Хаоса. Выходит на Кислеве. На кислом выходит. Два пока... Это Chosen? Нет. Не верю. Это воины хаоса. Какие Chosen? Угловые собаки. Много угловых собак. От Юми. Жесткий рашерский билд. Очень-очень далеко сразу стал. Ой, это зафит собак. Минус пак собачек. Здесь, возможно, минус пак собачек. Сразу неприятная ситуация, крайне неприятная ситуация. Здесь можно спасти. А вот этих собак уже
не спасти. Булдыга радуется и улыбается. Ну, слив собак это, конечно, вкусно. Слив 3-го пака собак. Сливы только у нас в ТГ. Сливы собак у нас в ТГ, ребята. По премиум подписке. Заходите. Ой-ой-ой. Еще собак заливают. Не, ну это жестко. Происходит фидыга. Фидыга жесткая. Маг подошел, выскочил котяра. А Кейн контролит во всех местах. Булдыга реально продал душу ради фида собак. Ну, всем известно, что собаки враги Булдыги. Все знают. Поэтому Акейн сразу уничтожил врагов Булдыги всех. Это самые сильные и смелые собаки. Они держатся уже 2 минуты. Здесь пошел чарж жесткий. Булдыга очень радуется. Очень радуется за Акейна. Раздели Грома, только ему пофиг. Обморозили Валькию кровавую. Ну, на всех флангах победил Бубандыга, естественно. Тут сейчас что-то надо будет делать, но пушка спокойненько стреляет. Валькию пинают очень жестко. Она еще выйти, судя по всему, не может. Судьба Валькии, предреченная ее же интро. Быть избитой бомжами. Попадет ли Гром? По магу. Дай по магу, говорит Гром, но пока не стреляют. Еще Валькия садится. Но тут уже посмотрите, разница в элью просто. Даже Булдыга бы не проиграл этот бой. Ох, как больно, нихера себе воины хаоса. Красиво. Красиво работают. Еще и трансмутка влетает. Только в кого? В землю. Трансмутка влетает в землю. И, к сожалению, ничего не делают. Это жестко. Хасидскую землю, да. Земля попорчена была. Легион Грифон несется. Застрял в железе. Тяжеловато. Тяжело. Там мага избивают. Малыш Гром скоро развернется, скоро вспомнит. Тут надо уходить. Остается одна грустная пехота против монстры и кавалерии. Что же ей делать? Перехватывается точка Акейном. Хоба. И Акейн действительно побеждает. И теперь, если все будет по десайдерам решаться, то Булдыга имеет преимущество над Акейном. И проходит. Вот так Акейн спас Булдыгу. Это было, мне кажется, когда сыграли? Вчера, позавчера. Но
Но! Хорошо, да не очень-то, ребята. Беда пришла, откуда не ждали. Голову поднял админ. И человек, занявший второе место на первом ВВЦ, Альфредино. Он тоже попал под Бухгольц. Под вот этот. Только его Бухгольц был самый низкий среди 5. Соответственно, он вылетал. Я Кейн сказал. Ой, я Кейн. И Альфредино написал. Какого хуя? Кому нужен этот ёбаный Бухгольц? Я предлагаю взять 4 кандидатов и заставить их играть БО-1, каждый с каждым. И таким образом мы определим самого лошару. Вот, и пока не знаю, что будет дальше. Но возможно, он и замашнит. А может и не замашнит. Булдыга очень сильно недоволен из-за этого. И поэтому, видимо, пишет Крабу 500 сообщений в ЛС. И Морсу, и всем вообще вокруг. Да, Альфредино не понравилось. Странно, что Булдыга еще не вылетел из-за того, что насрал в личку Альфредино. Работаем, ребята. Трамп мут. Бухгольц хорош, когда он берсерку не позволяет в таверне играть. Вот. А когда он уважаемых людей затрагивает, мы этот Бухгольц рот топтали, если чё. Предлагаем в одной группе отменить Бухгольц. Кто такой этот Бухгольц? Вообще он не авторитет, он в Аху не играл никогда. Не, ну Альфредино справедливо говорит. Мне тоже не нравится идея с Бухгольцем. Потому что тут Бухгольц прокатывает Окейна. Как бы. И если бы... я бы, конечно, еще больше расстроился, если бы Бухгольц прокатил Булдыгу. Но как бы Окейн такой же игрок, как Булдыга, также достойно сражался, поэтому просто по какому-то этому рандомному Бухгольцу выкидывать Окейна, который своей победой, который ты типа побеждаешь, не проходишь, и проигрываешь, не проходишь. Странно, не так ли? Вот, поэтому тут, наверное, Альфредино я поддержу в том плане, что надо что-то делать с Бухгольцем. Но БО-1 это тоже рандом. Можно ни вашим, ни нашим БО-23. До 12 побед. Как вам? Это действительно скам. Так, а мы с вами можем узнать самого сильного мощныгу в 6 группе пока что. Мировой против Attack Speed Enjoyer. Пока уважаемые люди перетирают за Бухгольц. Вот что бывает, когда ни один из админов не игрок в Аху. На самом деле, из-за того, что один из админов игрок в Аху, это, возможно, и спасет всех остальных. Депутата отправили почувствовать, как живет народ.
Итак, Мировой на вудах против Дарков. Мировой сейчас покажет Булдыге, как играть этот матчап. Учим Булдыгу, ребята. Учим. Кстати, также на говнокаве, как Булдыга. Но с золотами. Булдыга смотрит. Булдыга внимательно... Или не учим, кстати говоря. Если сейчас так же переедет... Так спид-энджойер Мирового, как Булдыгу. И Мировой ливнет еще. Представляете? Так же. Ребята, а почему один реплей? Карта тут как будто бы получше, чем была у Булдыги. Сразу же пошла душнина. Мировой, кстати, встал не посередине, а перегрузил фланг. Противник не может атаковать равномерно. Как было с Булдыгой. Запоминаем. Сразу же миазма в рыцарей. Сразу же попытка этот перегруженный фланг задушить. Полетела кава. Мировой просто берет ситуацию в свои руки. Пока там кава где-то бегает, он выдвигается всеми просто хавать каву темных эльфов. Хотя не всеми. Противник движется сюда. Идет. Билд, который победил Булдыгу, ребята. В матчапе, который победил Булдыгу. За эту игру Attack Speed Enjoyer не 1-0 выиграл Булдыгу, а 2-0. Настолько мощная была его победа. Поэтому был один реплей там всего. 2-0 победил Булдыгу одним боем. Сможет ли Мировой вывести эту мощь? Как в той ситуации я вижу вот проблему, ну, возможно, это часть этого билда, что у темных эльфов лютая кава против говнокавы у вудов. Просто кава говна. Пошло столкновение, говно на говно. Тут, правда, золото рядом. Вот как это будет расконтроливать Мировой, сейчас посмотрим. Хороший размен в пользу Мирового, одна кава отлетела здесь. Часть лучников прорвалась. Кава несется. Очень далеко ушли ребята. Идет прорыв, идет перехват. Душевная скверна. От темных эльфов. Замедление миазмы. Здесь просто фокус лучников. Один из отрядов грустит. Здесь тоже не долетают. Не, Мировой не проспал врыв. Тут противника очень много. Он прорвется по-любому. Но на самом деле Мировой неплохо так его оттянул тем, что перегрузил фланг, потому что на Булдыгу напали равномерно. А здесь Мировой не дал напасть равномерно. Потому что при равномерном нападении Вуд гарантированно проигрывает. Просто его убивают. Но тут он убивает, посмотрите, 2 пака еще. Лучники, все 5 паков здесь все еще живы. Коробка эльфа все еще жива. Все еще цела. Да, там прорыв идет, но он уничтожил 2 пака сверхдорогой кавалерии. Ключевой кавалерии. Пошла удаль. Колдуны рокового огня еще работает. Вот это, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, извините. Ошибка от Attack Speed Enjoyer. Он забыл колдунов. Они сейчас здесь могли бы кучу грязи сделать, учитывая, что работает удаль. Но они крайне далеко. И теперь будут еще секунд 40 добираться. Удаль к тому моменту уже закончится, если он про них вообще вспомнит. Посмотрите, как под удалью здесь идет какая рубка. А был бы еще один пак. А где этот пак? Тяжело. Как же не хватает отряда за 1000 рублей здесь. Как же его не хватает, этого отряда, за 1000 рублей.
Что бы он сейчас мог сделать, этот отряд, за 1000 рублей? Но его нет. Даже вот так будем играть. Где он? Какой отряд, ребята? О чем речь? Играем 2900 против 4500. Каким-то образом, возможно, удастся продавить. Но грустная ситуация для мирового, потому что его спасает здесь, по сути, жесткий затуп Enjoyer. То, что не заметил. Стоим, отдыхаем. Стоим, отдыхаем, ребятки. Смотрим отсюда. Там дохавывают пацанов. Эльфы не понимают, почему их так мало. Они смотрят на деньги. Смотрят на себя на точке. Их взгляды пересекаются. И они понимают, что их заскамили. Но кто? 2600 на поле боя. И вот они. Оказалось, они здесь. Оказалось, они есть. Целый отряд. Действительно предательство. Тут еще и грязные миазмы. А маны еще хватит подушить миазмами. Потому что они стоят 6, если подойти. А это похороны вообще. На зоотов. Тут зоотов кем убивать? О, магическая ошибка передает привет. Магическая ошибка. Точка перехвачена. Да, Дрича очень сильная, очень мощная. В нее летит стрела рока. Скорость 36, здесь скорость 37. Зооты. Зооты. Колдуны рокового огня даже не прикрылись ничем, просто влетели в зоотов. Влетаем на все бабки, пацаны. Магичку загоняет. Лови ее, лови, тварь. Лови эльфийку, кричит Дрича. Лови, суку. Заповедниках она гуляет. Все. 1-0. Но! Честно говоря, смотря на это, я все равно вижу, даже с таким билдом, как будто преимущество темного эльфа. Да, мировой переиграл, там уничтожив 2 пака в халяву. Переиграл. И все равно было нереально тяжело. Капздец как тяжело. Краблинг, напиши в чате, почему берется говнокава? Типа потому что нормальная не работает здесь? Антиларджа нет? Почему играем на говне? В чем секрет? Кота Бориса. Так, тут ящеры. Через 2 солнечных машины против бестов. Потому что нормально не возят, и с пилами можно дать время для реализации стрелков. Вот так пишет. Значит, это с СТД билдыга. Но было на грани. Так, интересный билд от мирового, реально как будто во вторую ваху вернулся.
Тут, конечно, Бестигоры очень неприятный сюрприз для стражи храмовой. Что тут по заклинаниям? Изгнание одно и хил. То есть в коробке мы типа стоим. Собираемся в коробке, танчить точку. Но тут Бестигоры. Еще роковая стая влетает так жестко. Куда? Куда? Ой-ой-ой. Ну, накрыло неплохо. Пошел контрхил сразу. Нормально отхилил. Тогда работаем. Тогда живем. Хашки испугались пока что. Их действительно накрыло. Сумасшедшие разоргоры влетели. Получили по голове. Химера ничего не может сделать. Ее заплевывают. Пошло изгнание. Да, тут как-то осторожнее надо нападать, чтобы щитом не пробили противники. Прям осторожно. Задув очка. Можно пытаться набить value, правда? Тяжело это делать. Очень надеется пробить фронтлайн в первую очередь здесь, судя по всему, Enjoyer. Вот топорики полетели. Топорики. Как же херачат-то бастиладоны? Как же они унижают бедных кентигоров. Это реально душная коробка плевательская. Наплевательская. Душная. Коробочка. Роковая стая пока что тяжело фармит, потому что ее контрит просто кровь земли. Бросаемая ПКД. А Химера бедная ничего прям сделать не может нормально. О, Слан слишком близко подошел. Обосрались работяги. Кстати говоря, вот если бы сзади их кто-нибудь бы сейчас принял, вот здесь, можно было пак вывести сразу. Enjoyer, конечно, не держал отряд на то, чтобы доедать. Из-за того, что никто не доедает, они просто вернутся. Слана поддушивают. Здесь храмовая стража выдержала, потому что накрыла Бестигоров изгнанием. Уже практически уничтожили Химеру. Прям жесть какое душнилово. Посмотрите. Посмотрите, как же похеру ящеру. Внезапно хороший билд от мирового. Возможно, реально внезапный, с которым Attack Speed Enjoyer просто не понял, как справляться. Он не понял, не выкупил силу этого билда. Не подобрал ключ к нему. А, вот вынужден здесь просто провожать отрядом. В итоге всю хашку расстреляли, к чертовой матери. По бумагам набил 1500, но противник столько же отрегенил. Если чё. Просто... Слан все обнуляет. Все перечеркивает. Но это победа мирового. Мировой самый сильный игрок группы. По результатам группового этапа. Но первую Attack Speed Enjoyer мог забрать. Здесь же уже уверенно мировой победил. Не сориентировался Enjoyer, хашки вообще не смогли доработать. Бестигоры не пробили даже. Здесь всего 2 пака храмовой стражи, остальное Бестигоры пробивают. Вот был пак собак, кстати говоря, который должен был стоять сзади и доедать. Все, что выбегает,
Вот эти собаки должны были захавать. Они сдохли с позором. И это грустно. Не, но он не сориентировался, всякое бывает. Возможно, был на тильте после первой игры, что забыл пак. И все так тупо. Как бы Булдыга после первой игры вообще вторую не играл. А тут человек вон во вторую вышел. Уже респект. Так. Ну еще за выход Навигатор и Пегас соревнуются. Я забыл, что у Пегаза было 4-0, то есть сейчас стало 4-1, и у Навигатора 4-1. Нави против Пегаса. Вот это вспоминал там, кто был. Краблинг сошел с ума. Ой-ой-ой. Это билд через Triple Chosen'ов, только Chaos Dwarf Edition. Прикол. Против 3 минусов. Ладно, тройные Chosen'ы, потому что карта... Блять, они лэнды играют, да? Похуй. Ладно. Опять РТК лэнды продавили. Здесь они должны были точку держать. Но это лэнды. Что-то не то. Дворф просто стоит. И чё, по каким правилам играем лэнды? Огненный урон против Хорна. Но у Хорна тут сопротивления нету к огню. Удивитесь вы. Есть сопротивление к магии, а здесь магические атаки. Магические огненные. Но они и так пробивают сопротивление к магии. Тут Фалькию попустили, извините, пожалуйста. Я просмотрел. Просто унизили в говнину. Полетели гранаты. В грабителей. Врываются миносы. Никто не собирается даже контролить дробовики. Просто под отряд дробовиков влетаем. Возможно, у меня сломался реплей. Возможно, у вас галлюцинации. Да, но происходит пивная драка в этой группе. Реально пивная драка. Пока Булдыга трясется, надеюсь, что Окейн победит. Два других игрока, у которых нормально по бухгольцу, больше Булдыги, просто под пивом включают лэнды и бьют друг друга морды. Друг другу. Вот так вот. Что-то происходит. Нави все равно перебарывает. Хотя вот уже избивают разорителей бедных. Здесь отлетела вся пехота. Грустят миносы. А они перестояли. Зачем нападать на 3 отряда равномерно? Правильно? Чтобы, например, со спины там окружить и так далее. Нет. Мы сначала нападем 3 отрядами, чтобы их взорвали к ебени матери. Потом пойдем вперед минотаврами. А потом подведем кровопускателей Хорна с преимуществом против пехоты и бронебойкой, которые могли бы помочь против адских присягнувших железу, но где-то очень далеко ходили. Что могло пойти не так?
Хаус Дворф выиграл. Бывает. Булдыга должен видеть этот реплей. Это кайф. А Булдыга не видит. Выкидываем Булдыгу по Бухгольцу. Так, Сланэш. Теперь здесь у нас 3 элиты. Тут чудовища. Против Дарков. Погнали, слонышитские твари. Против коробки. Ух ты, Хелиброн с коробочкой, с медузой, со шрайном. Стоим. На этой карте я уже... На этой карте Дарков мы видели много раз. Да, Хелиброн на телеге, конечно же. Потому что здесь ставка на супер и крутую стражу Нагаронда, которая будет под бафами. Охереть у них, конечно, преимущество. 24 преимущество против крупных — это солидный бонус. А вот было бы наоборот, Пегас бы уже влетел бы сюда всеми. Возможно, сейчас так и будет. Или, возможно, яма теней попадет. Я думаю, она не будет брошена. Попадет ли яма теней? Да нет, тут какие-то алибарды работают. Работают алибардосы. О нет, это яма теней! Откуда она взялась? Откуда она взялась? Ясно. Пошел бигмув. Коробка, реально коробка. Вот так. Пока одни надрывают свою жопу, чтобы получить хотя бы кусочек Бухгольца к вечеру, другие рождаются с запасами Бухгольца, доставшиеся им от родителей, и живут вот такую жизнь. Абсолютное неравенство в группе. Возможно, темный эльф сейчас выиграет. Булдыга, ты веришь в камбэк? Булдыга, ты веришь в прощение? Ты веришь в искупление? Яма теней вторая не была брошена. Это последний раунд, ребята. В невероятном бою Нави заслужил себе право выйти из группы. И получил еще 4 Бухгольца за своего соперника, когда Булдыга за своих получал 2. Как бы. Вот оно так работает. Насколько я вижу, да? По-моему, мы посмотрели всех в этой группе, кого надо было посмотреть. Да. Сейчас включим эту группу. Вот она, 6-я группа. Вот он, мировой. Больше всех счет. И вот 4 игрока. Атак, Спид, Enjoyer, Булдыга, Навигатор, Окей. Вот он, коэффициент Бухгольца.
по которому Булдыга, кстати, вырвался вперед. Почему? Потому что его друганы, видимо, набили поинты ему. А кто ему набил поинты? Генерал Эйзенбарт выиграл в последней своей игре и дал Булдыге плюс поинт. ВМ Лохи выиграл свою игру и дал Булдыге плюс поинт. Ну, кайфыга же. С кем тут? Ну и Окейн выиграл свою игру и дал Булдыге плюс поинт. Да, все работают на Булдыгу. Вот так Булдыга вырвался вперед. Он трясся больше всех, что у него не будет поинтов. И в итоге в самом конце все его соперники, с которыми он играл, ну кроме Вадика Болгарки, логично. Вот смотрите, Булдыга сыграл. Где тут у нас? Вот Булдыга я подсветил. Он сыграл с Вадиком Болгаркой, с Эйзенбартом, с Окейном, с Энджойером, с Лохи и с Карк. Ну, Карк в конце не считается. Карк считается в конце. И с Карком, да? Вот он, этот Бухгольц, отсекает самого верхнего. Это Attack Speed Enjoyer. И отсекает самого нижнего. Это Владик Болгарка. И дальше у Булдыги его Бухгольц складывается из суммы Окейн, пятера. Дальше идем вниз. Лохи 3. Эйзенбарт 3. И Карк 3. Да? Итого 9 плюс 5. 14. Вот. Притом этим игрокам не надо было играть. Как бы они могли не доиграть, могли забить, могли проиграть. Но они выиграли все. И затащили Булдыгу. Плюс, да, у Булдыги есть тайбрейк. Даже если бы у него был Бухгольц ниже, это значит, что против своих соперников по Бухгольцу, по счету, Булдыга выше. Потому что, точнее, у Булдыги есть преимущество над соперниками по счету. Это Окейн, которого он победил в личной встрече. Вот, Attack Speed Enjoyer здесь над двумя, потому что он победил Булдыгу и Навигатор. И в итоге здесь у нас остается Навигатор и Окейн, которых, кстати, никаким образом личных встреч у них не было. Тайбрейков нет. И, судя по всему, либо они все четвером будут играть, либо сделают Навигатор Окейн БО3. Вот. Альфредина не нравится, потому что он вылетает по Бухгольцу. Перерыв на тайца есть, да. Вот такие пироги. Пока что ждем. Но мне тоже, честно, не нравится Бухгольц. Как я, конечно, болею за Булдыгу, но это нечестно по отношению к вот этим игрокам. Вообще нечестно. Поэтому я за то, чтобы все обнулить и заново переиграть весь ЧМ. Только уже с БО-10. 11. Как было с ЧР. Отменяем в самом конце. Да-да-да. Вот. Да, это несправедливо абсолютно. Поэтому ждем, ждем, сейчас ребята прокрутят, чтобы Булдыга не прошел. Правильно? Правильно. Так, надо только понять. Группа Альфредины.
Она где? Она какая? Я не помню. 5-я. Это группа Алхимик. 5-я. Смотрим 5-ю. В этой группе. А мы еще даже 5-й раунд не посмотрели. Сен Фиш и Сайфос. Другаш Солмер. Солмер говорит, что я его хлеб забираю, все еще не... Что не делает, говорит, на выходных будет. Вот. Мы посмотрели Ксартес Сипу. В последний раз мы как раз были на этой группе. Давайте посмотрим Альфредина и Мелькора. Как раз забугорные билды. Мелькор это кто? СМТ? XMT? СНТ, да? Садовое Содружество клан. Или что там? Садовое товарищество. РТК, ну ладно. Альфредина против ЛТК Мелькора. Сетра Бессмертный. Маг Жрецланов, в скобочках, огонь. Рекомендую, надо писать, не огонь. Маг Жрецланов рекомендую. Посмотрим, как играет Альфредина. Альфредина ведет свою независимую игру. Не, ну по крайней мере я с Альфредино переписывался, и он был вежлив и адекватен, поэтому у меня нормальное к нему отношение. Я не участвовал ни в каких срачах с ним. Вот, создает впечатление адекватного человека. На квантовую хату бочку никогда не гнал. Ну, при этом игрок он действительно в свои времена был силен. Сейчас, конечно, не знаю, насколько активно играет. Да, УДМ это клан лендов. Собственно, когда начался весь скандал с пирамидой, Альфредино не то чтобы прям сильно мошнил и старался унижать всех людей, как некоторые там его сокланы. Я помню, Ханадинс и прочие. То есть он в целом сосредоточился на тех, против кого доказательства были, на ком и надо было. А нет, что там, Гапактуса назвал Альфредино. Ну, ой, Гапактуса назвал Архан. Ну, баним Гапактуса, что там он сказал. Вот такие ребята были. Но Альфредино в этом замечен не был. Так что... Человек адекватный. Ладер не забань. Архан говорил, что уважает Альфредино. Не, но Альфредино сильный игрок, у него там свои билды, типа, это... Серьезный дядя на Западе. А у нас же, знаете, бугров уважать не любят. А тут вон о чем. Архан говорил, что уважает Альфредино за победу над Краблингом. Это тебе Архан говорил лично? Ладно, у нас пока... Мы тут разговаривали, начался штрум. Ажику уже Архан мне говорил лично. Мы когда с ним бухали, он мне говорил, кого он уважает. Архан говорил, этот Альфредино крепкий орешек, да? Так он говорил. Перехвачен переговоры с пирамиды. Опачки, прорыв.
Опачки, прорыв в избранников богов. Штурм коробки, повязаны могильщики, могильные лазутчики. Пошла задувочка. Ну тут главное убить змеюк. И очень хорошо напал Альфредина. Спокойно. На своих лендах. Противник, конечно, отказался включить ленды, включил конквест. Вот, чести у него нет. Рыцарской. Задувочка. Ну, все, схавано, ребята. Хотя Том тут что-то сопротивляется еще. И правда, когорта. Серьезные дяди подошли. Кулаками махать. Еще одна голова. У них там в ОДМ 13 поколений лизамейнеров. Ну, кстати, да, в ОДМ же сильные лизамейнеры были. Так что там опытные ребята. Он тебе рассказывал, что зауважал Альфредина после ситуации на первом ЧМ. Да я уже забыл все. Это ж не я был на это интервью. Вы чё, ребята? Оригиналы не берут интервью. Архан звонил. Так, Альфредина Мелько. В ситуации, где замашнили Краблинга, да. Катай против Империи. Так, Империя. А шо этот Краблин? Гадости в чате пишет, конечно, его надо замашнить. Давненько не было гранатометов. А если... А ну тут журавлиные стрелки сейчас покажут гранатометом в целом. Где их место. С другой стороны есть Бугор. И Мелькор в сторону бугра сдвигается. Чтоб по нему пулями не стреляли-то. Пошел прострел. Это уже придумали. Эффект Манделы, эффект Архана. Архан признавался в любви ОДМу. В уважении. Ну, кстати, там с Альфредино-то тяжелый бой был у Архана. В финале-то. В финале-то. Поэтому и зауважал. Опачки, задувочка от Катая. Прорыв Кавы. Ну, имперцу тяжело. Хотя, смотрите, гранатометчики здесь наступают. Может, удастся пробить. Инженер, конечно, все поверил. Очень жестко ему насовали по лицу. Что, кстати, по спилам? Я даже не посмотрел. Всего лишь один раскаленный рог. Мы все ждем, пока гранатометчик себя покажет. Если бы Альфредина выиграл, то никакого уважения бы не заслужил. Этого Альфредина сам Архан короновал. На власть над лендами, когда уходил. Чуть вперед забежали стрелки.
Журавлины. В итоге гранатометчики носятся неприкаянно, ничего не могут сделать. Хоть бы выстрел дали. Дайте выстрел. Бедные свободные. О, дают. Ну, такой выстрел, конечно, что лучше бы не стреляли. А еще разок. Не, пока не работает. Но приходится на грани здесь балансировать, стоять. Правда, со всех сторон душит. Крестьян пробили, ребята, нормально. На 100 value, работает. 100 value отбито. Чё задувочка? Как же жестко задувает здесь дракоша. Всего на 100% задувает. Но больно всем. 3,5 минуты прошло. 2 пака кавы все еще в бой не вступили. Им грустно. Все еще не работают на империю. Пока что ждут. Гранатометчикам не дают стрелять. Никаким образом их пытаются схавать. Прям жестко пытаются схавать. Нифига себе, это их так пробили. А, они бомбы сбросили. Это же гранаты вороньи. А тут сюрприз еще вороны. Всегда держи в запасе парочку отрядов ворон. Тут гранатометчик не успевает пока ничего сделать. Несутся крестьяне. Пришли уже нефритовые гусары на размен. Ой, как больно. Рыцари империи испугались. Мораль дрогнула. Не, ну тут видно явно, что Альфредина в лендах сильнее. Зато с Ксайфосом порофлили, да? Что теперь? Ты, конечно, жесткий. Только зачем с Сайфосом рофлил? В журавли стреляли нормально. Набили, там всех подрастреляли. Да, порофлили нормально. Ну, заодно мы можем посмотреть, как дела у Сен-Фиши и Ксайфоса. Хайранг РТК. Ё-моё. Что там, капитан? Лейтенант? Нет, полковник. Сен-Фиши против Ксайфоса. Так, ну там Альфредина победил 2-0. Все, вы видели. Меняем. О как. Канидуртху. На крестьянском пастбище. Конедуртху. Ой, не тех эльфов включил. Прошу прощения. Все они на одно лицо. Сразу тут раш. Горы здесь. Но у противника кайт, и это неприятно для беста, конечно, немножечко. Или противник за раш. Нет, это зверолюд за раш. А нереально, Дуртху может развернуться сейчас. Чё ему? Собственно, это подраться в этом. Пока рядом нет хашки, Дуртху вообще похер. А хашки вообще нет, извините. Извините, я что-то это... Дубу дал.
Ну тут только минусы, если что-то сделают. С этим пнем. Дутого бросили. Да ему только минотавры-то угрозу и несут. Этому дутому. Чё ему? Зоты понеслись вперед. Пошли танковать. Пока даже спел на себя не набросили танкующий. Ждут. А вот, пошло. Окаменение плоти. Вот эта точка захватывается. Далеко минотавры. Пошла свалка общая. Меч Дайта. Сразу в толпу. Куда? Почему? Куда? Сюда меч Дайта? Он же кликал сюда. Это, возможно, какой-то баг. Меч Дайта руина. Мисклик. Возможно, мисклик. Да он же кликал сюда, вы сами видели. В итоге тут такая плотная куча пацанов. Где там этот шаман Лорд Мак? У него, кстати, по заклинаниям интересный выбор. В скобочках говно. Ой, что там? Булдыха пишет. Какие-то пасты там бросают. Сука. Как тебе выбор заклинаний, Краблин? Одобряю. Сука, ты в нейронку, что ли, это скинул? Если это нейрохрючево, я читать не буду. А, это он переделывает этот. Орешка. Пока мы тут с вами смотрим. Зверолюд проигрывает. А нет, посмотрите, Дурсу-то избили. Сам писал. Верю. Верим, ребята. Булдыга сам писал. А чё, Зверолюд продавливает? А Зверолюд продавливает, пацаны. Все, Дутого нагрели. Дутого нагрели. Даже с такой школой заклинания, кстати, со школой говна, Зверолюд давит. Но, кстати, меч Дайта, который мимо пролетел, я думаю, неприятный был вообще. Потому что там такая толпа была. Очень пытаются здесь спасти Дутова. Но минусы фармят. Фармят value. Сейчас минус хп. Так, Дутова нарезали. Мораль улетела. Этот пошел со своей школой говна. А вот бросался бы он заклинанием, представляете? Представляете? Как было бы круто. Ну или я не шарю. Это что, победа Фиши? Над Сайфосом? Что там Булдыга написал? Алло, добрый день, Алрик, как наши дела? Вроде все по плану, материалы по АДМ готовы. Будут переданы в администрацию турнира. Ожидаем ее заявления. Бан подтверждается точно? Послушай, Архан, в данном случае это не так важно. Идет Эверчоузен. А во время Эверчоузена всякие методы хороши. Согласен, надо отбить охоту Краблинга, сунуть нос в дела пирамиды. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах ВМ, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования за лидера клана, этим и занимаемся. А как ваши дела в АДМ? Если честно, не очень. Альфредино оказался крепким орешком. Он профессионал и организован. Понятно, его поддерживают смурфы. Админы и игроки верны лидеру клана. Пока работаем. Понял. Надо только другим голосом говорить.
Босс, босс! Алло! Алло, это Алрик? Или как там Архан разговаривает, я забыл. Алло, это Алрик. Как наши дела? Так же Архан разговаривает. Не понял, а я не понял сам. Я так прочитал. Там надо по ролям читать, понимаете? Надо спектакль разыгрывать. 1-0, кстати, в пользу Сенфиш. Скавины против воинов тени, которые их разбанили после нерфа. Скавины. Сквины. Против. Будыга вообще мне каст обещал. За 0 рублей. И не дал. Сразу. О, кстати. Ё-моё, это же классика. Была когда-то. Мортиры против хаев. Ну тут Алитанар, конечно, руинит весь вообще прикол. С этими своими стрелами. О, Мансим. На уворотах. Чё, колокол? А зачем? Вижу кнопка, жмать кнопка. Видимо, вот так. Или чтобы колонокрысы не отступили. Опачки. Impenetrable. Мув. Будем эльфов смотреть. Каст. Так, точка все еще не захвачена. Извините меня, а зачем Скавину бегать за эльфом? Вот так. Не, может сейчас, конечно, эльф зафидит. Или надо? Пулеметы, кстати. Это мощно. Пулеметы могут и сработать, если будут стрелять. А они будут стрелять. Не, ну это, конечно, сюрприз серьезный здесь. От пулеметов. Да, пулеметы против огненного феникса, против вот этого всего, что летает там. Гадкого, мерзкого, вонючего. Возможно, даже сейчас Кава это выскочит. Додумается. Опачки, варп-ветер и фокус пошел. Ребята, работаем. Работаем, мужики. Ну, кстати, работают слабо. Вот смешно, что пулеметы... Дробовики бы уже убили, мне кажется, птицу. Пулеметы что-то там думают. Ладно. Феникса попустили немножечко. А что птица делает? Умирает. В нее кинули заклинание, которое запрещает ей двигаться. Потому что там был воющий варп-ветер. О нет, это Буна.
Но они уже окупились, так что нормально. Мортиры, если живы останутся, они убьют вообще все живое здесь. Даже своих. Шмаляем, мужики. Ну, кстати говоря, эльф действительно не справился с управлением. И Скавен, который все время убегал. Но Бьюна не прощает, естественно, она их обнулила. Вопрос в том, как Элитонар не выбил мортиры все. Возможно, он целился в другое место. Мне нравится, что очень жестко обходят боевые львы Крейса. То есть они обошли тупо всю карту. Всю карту обошли. И подождали, пока сдохнет вся их армия, чтобы выскочить здесь раз на раз. Они готовы. Сейчас тут всех убьют. Они просто круг дали огромный. Вокруг стадиона побежали. Так, тут схавано. Тут в опасности, кстати, серый провидец. Его можно просто чаржить. Его нужно просто чаржить. Нагло просто чаржить его. У него 1000 хп. У него 1000 хитпоинтов. Его, правда, поддушивает полоска. Пошло похищение. Это минус мораль. Но есть ли ужасающий вид? Здесь только страшно. Так, Скавины немножко подобосрались. Подобострастно подобосрались. Теперь надо схавать вот это. Нет? Не надо схавать. Ладно. Нет, надо. Крысоогров надо было. О, hello. Goodbye. Все. Минус отряды, ребята. Вы видели, откуда скавины вышли? Вы видели, откуда вышли скавины, блядь? А? То-то же. Суки, эльфы. Вот вам и правда. Я в ахере. Просто из эльфийской дыры. Просто вышли из башни. Мастера хвоста Хаэта. Чё вообще? Ну, тут попытка на регене затащить. Если эти сейчас работяги придут и кинут свою говныгу. Правда, происходит небольшой фит крысоогров, честно говоря. Зачем-то. Ну ладно, эти всех удалят на всякий случай. Свероносцы здесь улик не оставят, ежели чё. Пора точку захватывать, Элитонар. Пора точку захватывать. Мне не получится. Он кайтит. Он не может не кайтить. Он кайтит. О нет. Остается 2 минуты. Его запинывают, он обосрался и умер. Вот так вот. 2-0. Мощный Скавиныга победил. Да какая не точка, Краблинг? А, но он бы продолжил кайтить. Его вон по морали убили просто. Да, мортиру не перестреляли почему-то. Произошло невероятное. Невероятное. Так, кто там еще в 5-й группе из интересных был, из людей с шансом на победу? Так. Сейчас.
Сайфес, кстати, уже 2 игры проиграл. То есть он вылетает из гонки. Он победил он проиграл на 4-м раунде мистеру Кукинко, реплей которого мы не видели. И он проиграл сейчас. То есть у него сейчас 3-2. Это все. Это похорон. 2 луза. Как будто бы. Сейчас. Так. О, Ажик против католика-алкоголика. Он победил Альфредина. Ну, это Альфредина пусть скажет спасибо своим приколам. По факту. На 5-й раунд у Ксайфоса 3 победы, 2 поражения. Ну, собственно, все, что он может сделать, 4-2. Здесь. Не знаю, как там другие сыграли, но обычно с 5-1 выходят. Плюс-минус. Это надо, чтобы там много налузали люди. Так, Ажик Аримем против католика-алкоголика. Опытный противник. Вышел на Орионе против огров. Опять это злополучная башня Хаэта. Так, башня Хаваэта. Башня Скавенов. Ака. Погнали! Огр-казначей, охота за головами, деньгопад в качестве мага, мясник. Бьюна, похищение души, осколок пасти, это осколок пасты, 1 цитата. Всего лишь небольшая, которую мало кто узнает. Орион с ударом колосса и с плащом. Свинцеплюевы, кто огров там из дорогих? Мясник дорогой, конечно, свинцеплюи. Огр, кстати, на бюджетном билде куча мусора. Понаврал. Свитских рыцарей нет, хватает игнобларов. У эльфа тут все серьезно. 4 пака всадников полян. Эльф захватывает точку. У нас пока что. Кстати, один засадный отряд стоит позади. Стоит и ждет. Точка захвачена. Счет пошел. Орион быкует. Кстати, не боится. Орион поддушивает свинцеплюев. Не дает ему ничего сделать. Нормально пока что. Тут, кстати, тоже гноблары звероловы стояли изначально, видимо, потому что противник мог выскочить со спины. Но противника нет, потому что он вот с той стороны. Ориону не понравилось, он начинает свинцеплюями гасить, но он пытается увернуться от снарядов. Сюда же несется казначей. А Орион копьями там убивает модельки, у него такой урон с копья. Смотрите, 450 урона написано. При этом 360 только указано. Не знаю, как это работает. Урон снаряда 360, базовое значение 450. Ну, потому что 450 за 10 секунд, а он стреляет раз в 8 секунд, поэтому получается вот так. Поняли схему? То есть игра покажет вам. 450 по факту за выстрел 360. У этих работяг моделька 380 хп, при этом броня вяленькая. Соответственно, с одного копья можно завалить модельку. А можно даже 2, если насквозь прошьет. Попытка захавать оленей. Эти ребята, кстати, могли бы ближе подойти. Они очень глубоко внедрились в лес. О, размен в лесу. Размен в лесу. В лесу у нас
А, нет, просто неистовство. Оно и так работает. Абила лесник. Но это не дух леса, да, это просто лесник. А есть еще дух леса, когда бонусы получают, по-моему. Но дебафа как минимум нет. А тут ребята получают дебаф к атаке, поэтому олени решили разменяться. Их поддерживают копья. Копья. Огры-быки, железные кулаки. Жестко разбросали за счет огровского еще чаржа. Но там все равно не было обороны. Но чарж огровский-то был. Олени загрустились, шипастый щит был брошен поздно. Каву даже удалось перехватить. Ничего себе. Была брошена Бьюна, сразу удаляющая Каву. Неприятно для католика. Что за один отряд на севере у Ажика? Это охотники, гноблары, звероловы. Это фуражиры. Надо что-то жрать. Огром. Сейчас зверей поймают. У нас же ролеплей. Хавать всем надо. Ну, Орион против огров нормально работает. Против свинцеплюев как раз. Со своей баллистой душной, конечно. Получается больно. Правда, эльфа тут постепенно сминают. Сминают. Пошло свойство рыцаря ужаса, чтобы пужать всех. Тут, возможно, сейчас будет еще один размен. Вот она, дип-засада. Самая глубокая засада будет сейчас просто доедать свинцеплюев. Пытаться, по крайней мере, их доесть. Один отряд расстреляли, другой дохавали. Стрелять уже некому. Правда, сейчас главная угроза-то в том, что огры просто сносят фронтлайн, а не в том, что там есть какие-то свинцеплюи. Ну, кстати, чарж дешевые гноблары впитали и защитили звероловов. Лова. Это высты. Тут еще лютые свинские рыцари. Просто с жесточайшим антиларджем. С огромной дисциплиной. С ними будет крайне тяжело кавалерии. Тут у эльфа уже все очень плохо. Эльф, если бы убил лорда, кстати, было бы неплохо. Потому что у Ориона ужасающий вид, он всех пугает. Но без этого все довольно херово. Можем даже ускорить. Еще одна Бьюна доела отряд и 1-0 в пользу Ажика. Я просмотрел магичку, как захерачили. Что-то она там кастовала. Но Огр на стиле переиграл. Так. О, демоны хаоса. На мухе. На хило-мухе. Ладно, против Бретонии. Это интересно. Хило-муха. Снова перегруженный фланг. Кто-то встал по центру. Кстати, нерасторопно немножечко католик отреагировал. Он должен был сразу увидеть, наверное, что надо поворачиваться. В итоге демоны на мощи Сланеш вылетают. Рыцари королевства не успели даже убежать. Принимают удар. Леня должен кидать бафы. Бафа все еще нет. Дебафов тоже нет. Пошел меч Курона. Ой-ой-ой, пегасы-то, бедные пегасы. Но Лянкур не боится драться, ему вообще фул похер. Тут пошел хил. Локус и избыток плоти сразу.
В итоге практически вся армия демонов будет сейчас драться с ударной силой Бретонии без поддержки копий, без поддержки лучников. Как будто бы очень зря такой файт выбрал бретонец. Он, конечно, сюда прибежал. Происходит задувыга. Поддержки нет. Вообще никакой. Кава сражается. Бретонская Кава, сильная в натиске, решает сражаться против противников с бронебойкой, с ядом. Ну и, кстати, видите, не так легко всем демонам хаоса здесь перебить. А представьте, что бы было, будь у бретонца поддержка своих солдат. Очень сильно пытается магичка вытащить здесь бой. Все это перехилить. Лианкур куда-то там лупит, непонятно куда. Уже схаваны все собаки. Кава все еще держится. Рыцари королевств каким-то образом пытаются держаться. Тут сочная толпа. Просто посмотрите, что творится. Что творится? Католик действительно играет как алкоголик здесь. Но забавно, да? Весь удар на себя принял бретонец. Пак Кавы все еще жив. Лианкур все еще не тронут. Пошло окружение, больно. Тут ветра потихоньку генерятся, регенятся. Нужен еще один хил, очень нужен. Да, Кава вообще была жестко зафижена. Тут сейчас нурглинги просто пробегут и отрежут своего противника. Пошел еще локус. Круто еще для них то, что они восстанавливают запас сил. Это очень важно для Кавы. Ну тут все. Происходит поплавыга. Здесь просто вообще на изи, кислочревые. Расстреляли всех лучников. Халявно. Халявный файт. Если, конечно, Луан сейчас всех не убьет. Но, блин, его же искатели наслаждений должны убить. Они собираются все зачистить здесь. Бретонцу пора коробиться. Покоробиться немножечко. Вокруг наследников Грааля. И они там просто выходят 2-0 в пользу АЖК. Ой-ой-ой. Ну, зачем принял файт? Непонятно. Вот так вот грустно. Итого, в 5-м раунде по окончанию у АЖК стата 4-1. У него 1 луз на момент 5-го раунда окончания. Это от Сенфиши 2-1. Он проиграл. Так, кто там еще у нас? Сипу мы смотрели, Сайфаса видели, Солмер просил не отбирать его хлеб. Че, кстати, у Солмера там? Солмера говорит, хлеб не отбирайте. Хочу кастить. Ну, ждем этого хлебного Солмера. Где мой хлеб? Кстати, это Куки. 2-0 победил Солджа. Проиграл Сенфиши. Здесь победил. Это Куки. Любите Куки, ребята? Давайте посмотрим, как играет ОДМ Куки. Все еще группа номер 5. Один из претендентов на выход из группы ОДМ Куки. Всю сетку вам не могу показать, к сожалению,
Потому что мне тогда придется увидеть результаты самому. А я не хочу их знать. Не хочу вам их показывать. Так, обнуляемся здесь. Куки на Нургле против Бретонии. Альберик из борделя. Какая-то дорогая Бретония. Не пальцем деланная. Ладно. Бич Сартека. Кукинко. Криминальная Бретония. Бретония очень серьезная. 2250 здесь, на Пегасе 2250. Вообще с ума сошел. Чисто по дефолту взял. Посмотрите его закуп. Это 5-й раунд он играет, не решающий. Это 5-й, ребята. Жестко. Лорд Нургла. Коробка. Готовимся вскрывать коробку. Смотрим с высоты башни. Бретонская коробка. Ну, нурглинги, естественно, врываются в морду. А что ему еще делать? Видит, что кавы нету на защите коробки здесь мистер Куки, поэтому он просто таранит лицо пилигримом. Ну как таранит? Завязли, к сожалению, работяги в нурглингах. Надо осторожно, когда таранишь, смотреть, а нет ли нурглинга под твоими колесами. Не получилось протаранить. Даже здесь не получилось протаранить. Но воины-пилигримы, кстати говоря, дисциплины хватит. Стоять с толстой мордой. Коробка воистину серьезная, но то, что вот этот парень на Пегасе взял на косарь говна... Ладно, давайте посмотрим. Есть меч, копье. Хорошая вещь, антиладж. Еще проход есть. Есть дух бури. Чардж 99, просто сумасшедший чардж. Для лорда. Но атака вообще безумная. Да, есть благословение леди. Есть гнев Манана, задувать пехоту. Есть горячий смертельный удар, сплочение и искатель врагов. Можно было сесть на гиппогрифа, как будто бы, нет? И нормально драться. Хавают лучников. Взрывается какое-то пробуждение леса. Реально на всю корзину закупился. Ему продали доп. Услуги, бедолаги. Он хотел бюджетно сэкономить, его просто нагрели на доп. Услуги в магазине бретонском. Он пошел помогать с разменом. Сразу баф, включается сплочение. Тут яд, конечно, дебафает сильно. Яд мешает. А тут еще и отражение урона. Нургл вообще решает шансы здесь победить в этом размене своего противника. Но зато пехотный бой бретонец выигрывает. Надо будет собраться всей толпой и держать напор. Здесь практически зажал, почти убил, рыцари гнили, но еще один отряд живой. Возможно тут... А тут нету локуса. Везде кавалерийские файты проигрывает бретонец, к сожалению, для него. Точка заигнорена. Разница по вэлью уже солидная, потому что Нургл еще и нарегенил. Чисто на пехоте будем ржаться, мужики. Ржаться на пехоте. На бастонях. Ух ты, это что такое? А, это же новые живущие внизу так выглядят. Закрутило, завертело нурглингов. Остаются одни бастони. Ну и магичка, которая могла бы их хилить.
Ее там избивают. Задувка на бронебойке. Правда, он не успел кинуть нормально, его тут унизили просто. И GG. 1-0. Мистер Куки выиграл. Value вы можете посмотреть сами. А мы с вами прыгаем дальше. Это огры на скраге-мяснике и кучей дешманской быстрой жижни против дворфов. Дворфы не из новой меты, допустим. Дворфы собрались перестреливаться, держать коробку, но у противника так много, кстати говоря, что гига неприятно. Итак, это дворфыги. Дворфыги. Засадные егеря с тяжелым оружием должны были прикрыть спины, но противника не оказалось. Есть громоклык. Куча мусора. Громоклык. Есть еще костолом. А на самом деле, стоять и обороняться вот на этой точке вообще херово дворфу. Буквально потому, что отсюда наверх стрелять нереально. И громобоем будет тяжело. Они вот здесь стоят, вот если кто-то здесь будет, они не смогут стрелять, если кто-то нападет с этой стороны. И через бугор. Нельзя стоять на таком бугре, который разделяет твою армию на две части. Очень плохо. Ваха беспощадный. Ну, смотрите, увернулся от части снарядов-то. Чё творит-то этот бешеный погонщик? Клыков. Тут нужно байтить. Очень нагло вперед выходят громобои, когда их задача прикрывать от кровогрифов. Получают в морду, конечно же. Здесь пацанов зажали. Торпед нужно выводить, помогать. Нет, не доконтроливает. Хавают. Схавали летунов. Обида. Противника нереально много. Ладно, эти паки идут в инвизе, но в них же сейчас ворвутся. Они могут кинуть, кстати. Можно неплохо засадой поймать. Если бы кликнуть. Если бы он кликнул. Если бы успел кликнуть. И успел бросить топоры. Было бы очень хорошо на самом деле здесь. Была бы неплохая засада, потому что у этих ребят слабая дисциплина. Здесь отряды не повернуты. Должны были быть повернуты, чтобы сразу отстреливать грифов. В итоге тут набегают, мстители спят или бухают. Егеря с тяжелым оружием, конечно, накрывают сильно. Тут хил. И пошел прорыв. Ну, тут я проматываю плюс-минус, потому что понятно, что дворф на флангах очень много накосячил. Серьезные пацаны теперь вступают в бой. А нет, не вступают, передумали. Бежали, бежали и передумали. Решают пробить здесь. Кстати, посмотрите Ангриму, как больно. Он вроде жестко затарен. Обилами. Антиладжем. Ему все равно херово, потому что здесь 110 атак. И здесь атака 106, потому что это два антипех чувака. Тяжело. Рановато включил славную смерть он, на самом деле. Она закончилась. Да, реально антидворф, чуваки. Так он им еще... Представляете? О, славная смерть нет, работает. Вот, она закончилась. Скраг пытается отхилиться. Ну зачем ты спиной повернулся-то? Ядрить твою мать. И умер. Он не встал, видели? Он жив.
Он такой, ладно, посплю. А они пытаются проверить, сука, спит. Мразь, слышно, как храпит, но нельзя по правилам бить его. Сука, тварь опять на 2-5 наебал. Вот и все. Они не отходят, ждут, когда проснется. 2-0. Видно, дергается. Ну что же, победа легкая для Куки. Это мы с вами расставили претендентов, которые будут драться друг с другом. У нас. В 6-м раунде. Потому что в 6-м раунде этой группы, которую мы уже посмотрим завтра, у нас Сенфиши Альфредина, Другаш против Ажика, Сипа против Солмера, если завтра Сипа касты не выкатит на своем канале, то мы будем его хлеб хавать. Тут уж простите. Будем его хлеб есть. Солмер обещал на выходных касты запилить, да. Сказал, что я ем его хлеб. Я что, думаешь, разгоняю? А, Сипа? Ну, я ничего не говорил. За донат, да, ребята. Сегодня сейчас заканчиваем. Сейчас послушаем песню только правдивую про Краблинга, раз уж мне задонатили. За донат спасибо Сайнерс, Редкур, Малатару, Дудя. Ты узнавал у Солмера, и что он сказал? Что он просто меня заскамил, чтоб я его игры не показывал, или что? Да, понял. Ну ты врешь, реально вонючий. Гнусный Краблинг. Гнусный Краблинг. Где, кстати, Хата Продакшн? Я что-то потерял, ребята. А, нашел. Музыка. Чер 2024. Знаменитая песня от странствующего барда, которую заказал Сайнерс, ребята. С вами увидимся на следующем стриме. Это я завтра собираюсь постримить. Вот. Ну, наверное, уже вечером. Также будем добивать. Будем добивать. Включаем хит от мистера. Как же его звали? Как же его звали, этого мистера? Гримхуммер. Песня о великом Краблинге. Называется. Только надо звук отключить. А вам пока. Канализациях те, где свет не живет, там Краблинг вонючий интриги плетет. С
Скавен трусливый злодейской души, всех дворфов ненавидеть стятся только гниль. Два убийцы драконов, слава гор, мечи сверкают, как звездный узор. Но Краблинг нечестен, он грязен чума, и их он забанил, смеясь у костра. Краблинг вонючий, крысиный властелин, нашу потопил, воняя с равнин. Дворфов не терпит злорадный их враг, от вони Краблинга спасает лишь шаг. На турнире он правил, как крыса-судья, где честь не в почете, лишь злоба и тьма. Паша Дворфов плыла с победой в глазах, но Краблинг утопил ее в своих мечтах. Когтистая лапа, хвост как бледь, этот Скавен не воин, а только бледь. Честный бой ему чушь, только яд и трясина. Дворфов он травит, скрываясь за спинами. Краблинг вонючий, крысиный властелин, нашу потопил, воняя с равнин. Дворфов не терпит злорадный их враг, от вони Краблинга спасает лишь шаг. Но дворфы крепки, как скалы в снегу, они переживут эту вонючую мглу. Гром в молотах, огонь в сердцах, дворфы вернутся и сотрут его в прах. Скавен трусливый, воняет и зря, дворфов не сломить, их сила гора. А Краблинг исчезнет, как дым в пустоте, и дворфы восславят свой путь в чистоте. Краблинг вонючий, конец свой придет, где дворфы шагают, там правда живет. Скавенский жалкий, трусливый тиран, запомнит он вечность, как дворфов обман.